Чего? Так. А, это из игры? Так, ничего себе, я подумал. Сохранение. Не выключайте компьютер, чуть немного. В какой-то момент я подумал, что у меня комп выключается. Ладно. Так, всем привет. Всем привет. Блин, у меня тут штор нету. Повесить их лень. Поэтому так ярко. Ярко у меня. Ярко. Эх. Так, еще момент. Так. Окей. Блин, я вчера жестко засыпал. Вообще не мог играть нормально. Это я, конечно же, ну, понимаю, что и где. Но меня так в сон клонило вчера. Просто жесть какая-то. О, привет, Брикман. Микроволновка. Да, вышли. Привет, Брик. Так. Как игра? Да вообще, в общем и в целом прикольная. Довольно-таки годная. Многие говорят, что мега скучная. Ну, не, как по мне, игра прикольная. Она, как бы это сказать, ну такая, больше творчество жестко ударилась эта игра. Жестко конкретно угорнула по этой теме. Ну и, соответственно, как бы... Возможно, кажется специфичная игра для людей, которые привыкли к экшену и тому прочему. В общем, я бы так сказал, что в этом году вышло очень много специфичных игр. Baldur's Gate, например, там жанр довольно-таки такой не для всех. Вот Alan Wake 2, он больше конкретно про сюжет, атмосферу и очень густо все как бы упирается в саму вселенную, а геймплейная составляющая, она, ну, реально неплоха, она больше теперь похожа на Обитель зла,
В хорошем смысле. В плане стрельбы, в плане выживаемости и тому прочего. Но не сложно, не сложно. То есть э, тот же Resident Evil ремейк, например, второй был куда более про выживаемость и тому прочее, нежели чем вот эта вот игра, Photos have например. stickers on them. А, ты смотри. Так, сыщик, наблюдатель, чистильщик. Сыщик, наблюдатель, чистильщик. Так, сыщик, наблюдатель, чистильщик. Сыщик. Маршрут по парку сыщиком будет, что ли? Бюро находок. Сыщик. Так, сыщик, это, наверное, вот один. Не, хотя... А кого считать наблюдателем? Охрана, наверное. Охрана, сыщик, наблюдатель, чистильщик. Тогда получается 1, 4, 6. Давай попробуем. Так, 1, 4, 6. Да, смотри-ка. The Жить я умел. keys to my trailer. Now to find the clicker and the cult. Да, я в вчерашнем состоянии не смог бы это дерьмо делать. Мне так спать хотелось безумно. Я уже безумно стар, так сказать. Ну, в том плане, что, ну, уже когда тебе свыше 30 лет, например, ты не можешь после одного длинного, так сказать, марафона игры, ну, я позавчера стримил Finals, я где-то отстримил 12 или 11 часов, и после, вот вчера сел играть вот Alan Wake, я так спать хотел уже вечером, вообще кошмар. Тут засыпал, сидел местами. Ну, еще от того, что и темпы у игры такой неторопливый сильно, тоже сказывается, конечно. Так, простите, смесь Bright Falls кончилась. Извинилась. Извинилась перед клиентами Анна. Сейчас принесу из подсобки новую пачку. Кофе скоро будет. Она предложила во время ожидания прокатиться на кофеварке. Она прошла мимо Илма у эспрессо. Улыбайся, Анна. В мире кофе улыбается. Анна кивнула, улыбнулась. От улыбки уже лицо сводило. Анна остановилась, поняла, что стоит рядом с колодцем в Хуатаре. Должно быть, отвлеклась, подумала она. Она собиралась было идти дальше, но что-то в колодце привлекло ее внимание. Во тьме шевельнулась какая-то тень. У Анны закружилась голова мира. Покачнулась, и она полетела вниз в колодец. И тьма разверзлась и поглотила. Ничего себе. Умерла. Патрики. Так, а где колодец? Блин, я столько всего вчера пропустил, оказывается. Как так? Так, колодец был где-то тут справа. Экспресс. Честно говоря, я тебя понимаю, но у меня немного по-другому. Я поиграю на стриме 4 часа и сразу же усну. Никаких 8 часов речи не идет. Я не знаю, с чем это связано, но без стрима я могу сидеть как минимум 12. Неплохо. Да? Ну, окей. А может быть, я могу воспользоваться этой темой?
Как будто бы на самом деле можно было бы, нет? Типа, раз, эта штука падает туда, точнее, спускается. И кого-то поднимаю. Так, сюжетный ход. Must be locked from the other side. Да блин, перелезть тут забор, конечно, вау, это так сложно, наверное, да? А, тут я отвертку взял, тут помню. Ну, в общем, так скажу. Игра хорошая, она прикольная, но она очень сильно завязана вокруг первой части и вообще вселенной этой всей. Поэтому народ, не понимающий, не знающий вообще в чем прикол, или вообще хоть какую-то, ну, который не имеет особой симпатии к Алану Уэйку, ну, этим ребятам игра покажется пипец скучной, да, согласен с этим. И может игра показаться безумно скучной, потому что они много чего понимать не будут. Ну, не то, что происходит в игре. О, блин, пошла. Не то чтобы я, ну, говорил, как этот, типа, немногие поймут, знаешь, типа, есть же этот мем с этим, с уродом, который кривит лицо, типа, не все поймут, там, короче. А так, ну, так оно и есть по факту. Просто игра реально не для всех. Она слишком завязана вокруг Алана Уэйка в плане сюжета. И в этом ее проблема. Ну, в плане первой части. Я имел в виду. Жуткий такой. Не ломается еще. Так, а тут что я хочу сделать вообще? Ну, типа, я иду к трейлеру своему. Но... Вот бы знать, где он, мой трейлер. Погоди. А, я же здесь взял отвертку. А в чем прикол? Стоп. А то место тогда что? Что не на работе? Так, выходной же сегодня. И шо? Да, праздник. Просто Арсен из Таиланда. Единственный там праздник — это праздник пениса. Ладно, шучу, там не только праздник пениса. Там еще есть Новый год. Но он в июле происходит. Давай развлекать так. Вот. Видишь, я в парке развлечений. Сама атмосфера уже должна тебя безумно радовать. Давай, не скучай, не скучай. Так, погоди-ка. А, тут даже такая тема есть. Скажи, previously on Alan Wake. Previously on Alan Wake. Alan Wake? Alan Wake. Что за сюжет? Блин, ты правда хочешь, чтобы я тебе рассказал сюжет? Ты угораешь? Ты гонишь, что ли? Он тут ебанутый малость. Ну, типа, мне придется, ну, кучу времени потратить на то, чтобы рассказать. Блин, я вот, короче, ну, монтирую же видос по
тому, как я прохожу и тому прочее, типа делаю из этого нарезки там и так далее. Так вот, что я заметил, когда чел какой-то заходит на стрим и спрашивает за сюжет, то я охотно рассказываю и увлекаюсь рассказом. И чё потом? Всем насрать. Типа, проходит около... это еще проблема во мне. Типа, ну, я рассказываю тему... Инваси 4 он активировал награду за 50 и написал «Расскажи сюжет». Ладно, сейчас расскажу. Ну, короче, прикол в чем? Я настолько... Инваси 4 он активировал награду за 50 и написал «Классный рассказчик». Да, не, я не классный рассказчик. Ну, короче, я настолько увлекаюсь рассказом, что я вот смотрю на монтажном этом, как его, ленте, как это выглядит. Ну, короче, я сижу и говорю 15, сука, минут про отсылки к Максу Пейну первому и так далее, короче. Ну, просто это все кошмар какой-то. Типа я такой, блин. Посмотри. Здорово. Ух, это было хорошо. Реально крутая тема. Да, неплохая связка, кстати. Да. Неплохая связка улучшений. А что у тебя с микрофоном? Блин. А вот так лучше? Низких частот как будто нет. Как у Папича стал. Вот так лучше. Да, он просто не в ту сторону смотрел у меня микрофон. Да. Погоди. Погоди. Я вдруг понял, что, возможно, у Папича микрофон смотрит в сторону монитора, а не в его сторону. Типа... Хотя у него какой микрофон? У него же вроде как... Наушник, от наушника, по-моему же, да? Да. Ну ладно. Тогда окей. Антуражненько. Косметик микрофон. Ну, короче, что по сюжету? По сюжету, на самом деле, если коротко говорить, все, ну, реально просто. На самом деле. Он еще спецом. Да, он типа, ну, у него образ такой. Я реально вот, типа, это одна из больших загадок, по сути. Типа, Папище, он реально такой по жизни, или он, ну, действительно... или он, типа, ну, прям актер. Но он реально, по-моему, такой. Я, типа, без понятия. Ну, то, что он покупает, ну, дешевые гарнитуры, дешевые эти аксессуары компу. И комп у него, по-моему, ну... Не, у него комп-то прокачивается, уверен. Он же играет в игры новые. Но в плане монитора там и всего прочего, у него как будто бы, ну, так себе. Но он же всегда сидит такой. С одним монитором. И... У него квартира вообще не меняется. Он всегда в одной... Типа, ну... Он всегда в одном месте находится. И это прям забавно. Типа аскетичный образ жизни, как говорится. Вот мид-трейлерный парк туда. Через кофе мир прошли. Окей, тогда давайте пойдем сюда. Ну, короче, давайте еще по сюжету расскажу. Постараюсь уложиться в минуту. Короче, минута пошла. Короче, сюжет Алана Уэйка заключается в том, что... Ща.
соберу все в голове. В общем, Алан Уэйк это писатель блокбастеров, он реально крутой, он богатый, вся херня, он как Стивен Кинг. И однажды он долгое время не выпускал книги новые, и издатель типа потребовал у него, типа, чел, ну, давай новые книги. И он уехал в Брайт Фоллс вместе со своей женой, не то чтобы искать вдохновение и писать новую книгу, но все так закручивается и завертелось так, что от него требует этого, так сказать, уже, ну, сама ситуация. Он попадает в такую тему, как темная обитель, и начинает там творить всякую разную хрень. Из разряда... Нет, я не уложился в минуту. Невозможно. Вообще невозможно. Бэт Попочка, привет. Попочка или... А, папочка. Блин. Попочка. У тебя стал один зритель, да? Это круто. Вот он. Пачка. Так. Игра про что? Ёлопала. Так, давайте я все-таки попробую рассказать, уложиться в минуту. Alan Wake — игра жанра survival horror, которая закручивается вокруг двух героев. Агент ФБР Саги, который мы сейчас играем, и Алана Уэйка, писателя. Алан Уэйк, писатель, он был заперт в темной обители. Темная обитель — это место, где происходит всякая срань, и все может быть материализовано в определенном месте от выдумки, например, Алана Уэйка. Он писатель, он придумывает всякие разные рассказы, и они воплощаются в жизнь. Таким образом, кстати, в первой части и строился весь геймплей. Он написал всякие разные ужасы, он типа автор книг про триллеры, ужасы и тому прочее, и все его рассказы там в той или иной степени оживают. Ему приходится, сражаться против маньяков всяких там прочее с помощью пистолета и фонарика. Все эти сущности, которые были материализованы из его рассказов и вообще и так далее, они, как бы это сказать, имеют одну слабость. Это свет от фонарика. И, в общем, особенность игры Алана Уэйка в том, что, в плане стрельбы и такого, да, в том, что тебе сначала надо ослабить врага вот так вот фонариком, фокусированным светом, потом расстрелять ему, не знаю, слабые места, голову, неважно. Ну и вторая, типа, сильная сторона игры — это сюжет. И в плане сюжета, первая часть игры побеждала вполне себе хорошо. И эта часть тоже, конечно, очень хороша в этом плане. И в качестве, как бы это сказать, геймплейной стороны и сюжетной стороны эта игра очень даже неплоха. А первая часть была, супер калом. Она была безумно скучной, первая часть. Айка! Вот эта игра, она больше, знаете, на что похожа? Она похожа на Resident Evil и смесь God of War. В том плане, что ты блуждаешь и ходишь по относительно открытым локациям, и некоторые места закрыты, и ты туда можешь попасть только если будешь иметь там, какой-то предмет или ключ, там, скажем. Когда я делал стрим на морозе, да надо бы как-нибудь завести. Сегодня вряд ли, но может быть после работы. Хотя нет, мне будет капец как лень. Не знаю, как-нибудь надо будет на следующих выходных, может, погуляем. Но на этих выходных уже нет. Я уже стрим завел. Да, я хочу, но... Заметил, да, что на Resident смахивает, да. Но это очень идет в данной игре.
Блин, какой же я меткий просто. Но уворачиваюсь я неплохо, да? Так, вставай, собака. Извините, сильно независимая женщина, я хотел сказать. Айка! Я не умру в туалете. Тихо. Да. Что? Блин. Подожди. Я, пожалуй, полечусь. Какое у меня железо? У меня 3080 стоит на видеокарте. Green Tooth Camavins. Привет. Спасибо за фоллоу. Coral War. Спасибо за фоллоу. Лемрелетто. Здорово, ребята. Привет. Насколько у тебя мои музыки как не записаны в мой плейлист? Понятно. Это, короче, боты залетели, видимо. Они всякую рандомную срань пишут в чате и... Короче, сейчас зритель, наверное, увеличится до 10 или до 15, а потом снизится через какое-то время. Это боты. Даже до 23, понятно. Потецкий рейд. Да уж. Вообще не понимаю тех людей, которые занимаются такой сранью, как накручивать зрителей. Вообще не понимаю. Так. Какое железо? Ну, 32 гигабайта оперативы, операционка 7700К и видеокарта 3080 RTX 10 гигабайт. Да. Ты поменялся, если бы зрителей... Ты поменялся, если бы зрителей было бы 100. Ну, это стоит сначала понять, типа, это настоящие зрители или нет. Только от этого зависит. А так, наверное, да? Почему-то нет. Ну как поменялся бы, не знаю. То есть я бы не стал вдруг Джеки Чаном или там Брюсом Ли. Ну, то есть я бы резко не похудел. Возможно, стал бы больше следить за базаром точно. Предсмертный зло без сердца обнажив, с проклятиями осыпал волны бурны, что глаз его лишили. Че вообще? И тогда душа его и безубер квас. Да. И тогда душа его утратила сияние. О, древний страж, хранитель ты глубин. Твоя печаль пусть станет... Блин, вообще какой-то кал. Ну вообще. А какие у меня куколы есть? Плут, мудрый старец и мать. И аккаунт Xbox установил. Да не, вообще даже забыл об этом максимально. Восстанови-ка. Блин, ну надо бы. Ну и я не знаю. У тебя же скоро ДР. Да. Погоди, это что? Это мудрый старец? С каким-то молотом? Блин, эти боты. Боти.
Отвечай давай. Ходишь ли ты на работу? Хожу, конечно. Хожу. Вдруг чел сидит. Да нет. Тот же вопрос. Ну ты задал вопрос. Ты аккаунт Xbox восстановил? А чел такой. Тот же вопрос. Чем ты увлекаешься по жизни? Очень похожий, конечно, вопрос. Просто безумно. Think, Saga. Привет, Феху. Эти детские загадки — это доп-квесты, не сюжет. Да я знаю, чувак, знаю. That's not right. Nope. И я, конечно, понимаю, типа, ту штуку, что, ну, люди, No. как бы это сказать, привыкли, наверное, да, к стримерам, которые просто, это доп говно, пойду по основному сюжету дальше. И они, короче, проскакивают всю игру, тупо, ну, не знаю, практически спидранем. Ну, такое себе. Ну, не знаю, мне такой стиль игры вообще не нравится. Я люблю, ну, игру максимально как-то поиграть в том плане, что, ну, не знаю. Не то чтобы лутать каждое дерьмо на карте, но практически лутать каждое дерьмо на карте. Это про меня. Правда. Я, например, тот же Hollow Knight прошел на 100% на стриме. И это было круто. Надо будет опять почистить фолловеров, скорее всего. Doesn't Блин, look right. вот эта вот тупая тема с тем, как сейчас вот боты поступают. Вот то есть заходят же на стрим чувачки из разряда типа заходи на сайт, там какой-то стрим, какой-то там, короче, накрутите себе зрителей типа. Сейчас они вот делают таким образом, как вы видите. Они делают просто вот берут имидж, да, Сарсен стрим. Они просто берут и накручивают тебе автоматом сразу же стрим, и потом в конце какая-то вот из этих говнарей напишет, ну, из этих ботов. Ну, как тебе понравилось? Это был, типа, сервис, там, типа, стрим аналс какой-то. Заходи и накрути себе зрителей так же, типа. Тебе понравился пробник? Вот сюжетка пробежал за 22 часа. В смысле? Ты чисто по сюжету шел, и ты потратил на это 22 часа? Ебать, подожди, а это много, на самом деле. Вот здесь как будто старец. А вот тут мать. Keep trying. Плут. Вот безглазый старец. Так. Пресмертный зло без сердца, обнажив проклятиями, осыпал волны бурны, что глаз его же лишили. И тогда душа его утратила сияние. О, древний страж, хранитель ты глубин, твоя печаль станет назиданием. Может, он просто тут стоит? А тут, не знаю, мать. Nope. А под что подразумевается душа? Что вот такое That's not душа? right. Папа. М? Ну, это этот. Чат. Ну, чё там, где сюжетка, эти головоломки так надоели со времен Резидента? А мне как-то вот удивительно, ничего особо не надоедает особо. Ну, правда, я не знаю. Ugh. Я хожу. No. Ладно, я бы понял, если бы каждая, не знаю, вторая игра была бы с подобными головоломками и там прочим. Think, Saga. Но, в принципе, нет, нормально. Nah.
Doesn't make sense. Я не понимаю, чуваки, что тут требуется? Старца куда поставить? Ну, явно на сердце или на волны. Но на волнах он стоял. А может, глаз лишенный? Вот здесь должен стоять. Нет. В предсмертной злобе сердце обнажив, проклятиями осыпал волны бурны, что глаз его лишили. И тогда душа его утратила сияние. Че тебе надо? Doesn't look right. Вообще не понимаю, ребята. Вот старец, лишенный глаза. Может, он курица? Может, он на глазу должен стоять? Ну, я уже ставил его, да? И на корабль ставил. Ладно, обнажив сердце от злобы, лишенный глаза, посыпал проклятиями волны бурные. Волны бурные. Лишившись глаза. Может быть, можно поискать в ютубе гайд, я так делал со всеми резидентами, чтобы не убивать время. Ну, на самом деле, типа, такая тема. Вот смотри, короче, что портит игровой экспириенс, ну, в плане кайфа, да? Это сейф-скам и гайды, которые ты ищешь в интернете. Это реально, ну, так себе. Ну, в конечном итоге ты, конечно, ну, пройдешь игру и довольно-таки, наверное, быстро и без проблем. Но, Doesn't make sense. как по мне, ты кайфа от игры особо не получишь. В этом проблема. No. That's not right. То есть, если ты сам, ну, приходишь к какому-то выводу, в том, что ты, ну, как бы, находишь решение, когда ты, ну, понимаешь, что, ну, чисто сам осилил игру, ну, это довольно-таки приятно, на самом Keep деле. trying. А, в пизду, ну, не знаю. Ну, не знаю. Это вообще какая-то хрень, я вообще не Another понимаю. rhyme. Мудрый старец, ну, окей, давай посмотрим, что там, где там. Предметы. Чисто для таких дел, чтобы не заморачиваться, так сюжет, конечно, сам. Кукла из прищепок, напоминающая фигуру старца. Олень. Мать. Плут. Я хер его знает. Может, еще что-то есть где-то, ну, еще одна фигурка. Need the key. Не, ну обычно рядом с такими вот, так сказать, загадками оставляют вообще-то все нужное для его решения рядом. Поэтому, ну не знаю, у меня вроде как все есть. То есть 3 фигурки аж целых. Старец, мать и плут. Ну, давайте мать поставим на сердце. Nope. Сразу неправильно, да? На корабль мать. Think saga. На глаз мать. Hmm. Плута на глаз. Ugh. На сердце плута. Doesn't look right. На корабль плута. А, вот все. Зрители ушли. Нормально. При смерти злобе сердце обнажив проклятием осыпало волнам бурно, что глаза его лишили. И тогда душа него утратила сияние. Иваси 4 он активировал награду за 10. Да. Тогда все-таки вот так вот получается. Keep trying. Nope. Nah. That's not right. That's not right. Hmm. Think saga. No. Ну я хз, ребята, это вообще супер кал. Глубины, волны. Doesn't make sense. That's not right. Ну старый здесь точно правильно стоит. Keep trying.
Think, Saga. Дело не в кайфе, а после быстрого прохождения будешь задаваться вопросом, а что еще поиграть среди мусора множества игр и твоего вкуса, где выбрать, что то стоящего нету. И выбираешь какую-то фигню, так как хорошие игры редко выходят. Дело не в кайфе. До хера игр вышло же. Ну да, на самом деле очень много игр вышло. Ну не знаю. На самом деле сейчас вот очень много информативного поля, так сказать. И очень много мнений. И легко Doesn't look right. попасться под влияние Nope. чужого мнения, я так считаю. Ugh. То есть ты уже не сам как бы решаешь, что игра прикольная, а скорее попадаешь под влияние того, что, ну, например, какой-нибудь чел там говорит, Nah. ну, типа, No. игра кал, игра скучная Doesn't make sense. и вся херня. И ты Think, такой, Saga. не знаю, Keep trying. начинаешь That's not right. проецировать эти мысли на себе Doesn't make и sense. такой, ну, да, игра Oh. скучная, игра кал. И все. Nope. Нахера игр вышло, сериалов, Магическая битва, Колдановый, Властелин колец, Море. Да вообще, этот год вообще в плане цифровых развлечений, в плане кино, сериалов, анимации, игр, вообще, да, ну, очень богат. Не знаю, как так получилось, но в этом году насрано прям нормально. Мощно насрано. Это удивительно. Nah. Doesn't look right. No. Think, Saga. Ладно, в пизду. Пойду отсюда. Я реально не понимаю, что сделать тут вообще. Фигня какая-то полная. Ладно, раз уж я отсюда вот собираюсь уходить, давайте уж тогда. Давайте уж тогда попробуем позырить это на ютубе. Давайте на ютубе. Так, Alan Wake. Да. Загадки. С фигурками. Кайф играть в сюжетку, доп. Квеста редко в каких играх бывает интересно. Тут не хватает русской озвучки, чтобы было полное погружение в игру. И желание ее затянуть со всеми доп. Квестами, а читая субтитры всю игру, это уже убивает интерес игры. Ну, кому как, кому как. Просто я как-то, ну, на слух уже хорошо воспринимаю английский язык. Как-то, ну, нормально с этим у меня. А так, конечно... Чего? О, в смысле? А я так не пробовал, что ли? Что за бред? Пошел за гайдом. Не, ну я просто хотел понять, чего требует от меня игра. English. My blue should be speak English for us citizen or customers. Да блин, зачем для англоязычных только вести? Не понимаю. Хотя, с одной стороны, конечно, Right.
стоило бы, наверное. Вообще не понимаю, как к этому можно было... Ну, стишок-то был о чем? Обнажив сердце, Hello, guys, у меня все nice. злобу кинул сюда, типа, на волны. Ну, глаз лишенный, да, типа, вот, единственное, господи. Будет перечитывать. А. Так, и где амулет засветился тогда? Интересно. Так, убили этого красавчика. И... Так, быстро сохранимся. Будет одноголосый перевод, как раньше на видеокассетах. Ну, вообще нейросеть, по-моему, сейчас в этом плане очень хорошо работает. Что даже актеры озвучки все, ну, крайне негативно отреагировали на все это. В особенности, короче, на это сподвигла одна ситуация с одной актрисой озвучки, которую, ну, жестко заскамили. Тинькофф Банк, по-моему. Они, короче, взяли, записали ее голос. Взяли, записали ее голос. И спустя какое-то время начали выходить всякие рекламные ролики там и прочее с ее голосом, которую сгенерировала нейронная сеть. И ее голос настолько сильно похож, что просто жесть, ну прям, как будто бы реально она и говорит. И она засветилась в рекламных роликах порно-игр и там прочее. И, короче, просто лютая жесть. Вообще. Полный кадзец. Так, 2. Четыре. Или что? Нет, подожди. Ну-ка. Даже так? Символами, что ли, все? Так что, да, скорее всего, в скором времени очень быстро будут выходить озвучки такие из разряда одноголосых переводов, ну, в плане качества, но скорее чуть лучше, потому что это, ну, зависит от нейросети. На ютубе больше зрителей. Ну, тут да, тут есть активные ребята, которые пишут. Активничают. Активы, пассивы. Ну, так, не знаю. Может быть, вот отсюда стоит начать. Немного не понимаю, что от меня хотят. Две черточки вниз. Да. Тот ты-то. Ух. Там она. Угу.
Так, ну... Папа, Давайте попробуем. Так, какие тут символы я встречал? Есть вот это и вот это. Часто. Угу. Ну тут уж реально, типа, ну, угадать невозможно, что от меня хотят. Так. Ну, короче, давайте вот это. Потом вот тут попробуем забрутфорсить. Вот они, конечно, заморочились этой сранью. Давайте я тут попробую вот этот символ. Так, а тут пускай этот стоит. Чик-чик. Или вот с этого символа стоит начать, который здесь снизу. Вот так вот. Как-то я неправильно брутфорсом занимаюсь, по-моему, я вообще потерялся. Так, ну давайте вот этот. Как-то я все неправильно делаю. Какой-то я сегодня прям не собранный. Так, вот это, давай так. Ага. Ай, блин, на самом деле надо бы отвыкать от такой темы, как... ну, я вдруг что понял, да? Я очень сильно бачусь на подобные вещи в играх. Даже не в плане головоломок там и там прочего, да, вещей. А в плане коллектаблсов, где надо собрать какой-нибудь кал на 100%. Ну такой себе, да, на самом деле. А, вот след же. Ведущий к амулету, скорее всего. Ну да, куда-то пришли. Что-то есть. Да. I'm getting quite the charm collection. Коллекция подвесок. Маяк увеличит максимальное количество здоровья, которое можно обосновать в убежище. Ясно. Так, пожалуй, скинем как можно больше сейчас дерьма в ящик, коробочку.
У нас очень много бесполезного дерьма в карманах. Подвески всякие. Хотя подвеска с кофейной кружкой прикольная тема. Она спасает от смерти один раз. И потом уничтожается. Предмет из Dark Souls чисто. Так. Сюда. Сюда. Вот эти вот кофейные кружки. Вот эти штуки. Так. Блин, мега аптечку, наверное, стоит убрать. У меня этих аптечек просто дохерища, конечно. Так, флешфайеры поставим. Да, в плане менеджмента инвентаря, конечно, резик побеждает как-то. Там это намного как-то увлекательнее было, что ли. Особенно в 4-й, да? Этот кейс. Где ты вот всякий раз разлаживаешь штучки. Так. Все, пойдем. Самую высокую поставил. Самую высокую. Не знаю, как-то я всегда люблю угорнуть по самой сложной сложности. Как-то я больше заметил такую штуку в играх, что как-то получаешь больше удовольствия от подобного, нежели чем если будешь играть на нормале или на легком. В особенности это касается survival хорроров, где у тебя ограничены ресурсы и там прочее. Но есть исключения тоже, кстати, в этом плане. Например, если игра какая-нибудь увеличивает сложность только за счет увеличения хп у врагов. Это полное говно. Вообще такое дерьмо не уважаю. В подобных играх я прям сразу беру и ставлю самую легкую или вообще нормальную. Просто. Не, ну реально насрать. Если уж разраб просто берет и насирает противникам плюс 200 хп, ну нахуй надо. Реально. Такое играть. Я уважаю, когда сложность она закручена вокруг, ну скажем, ограниченного количества ресурсов, возможно. Более агрессивное поведение врагов. И... Ну или может еще какие-то другие штуки. Уже в плане там, не знаю, загадок, головоломок в играх и так далее. И когда нет сохранений. Ну, скорее, когда... Не то чтобы нет сохранений, когда не ограничено. Когда ты лишаешься возможности сейф-скамить. Когда ты вообще не можешь сохраняться. Ну, такое себе тоже. Тут надо найти какой-то, ну, золотой баланс в этом плане. Довольно-таки духотурно и душно становится, когда ты, ну... из-за какой-то тупой ошибки, даже не своей, а, ну, из-за бага в игре или еще чего-нибудь. Или ты просто, ну, должен запомнить какие-то моменты в игре, и из-за малейшей какой-то оплошности игра просто закидывает тебя, ну, в начало уровня, там. Это полное говно. Такое, ну, так себе. Ну, это и если что касается только вот игр, где, ну скажем, ну, шутеры, наверное, стелс-игры или подобные игры. Сохранения не должны быть, но в этом плане как-то, ну... в меру ограниченными. Полную свободу давать тоже так себе, потому что игра станет реально скучной. Особенно это, ну, коснулось бы, знаете, какой игры? Да, того же Resident Evil. Представь себе Resident Evil быстрым
Как, ну, прикинь, да? Как это играется. Вообще неиграбельно будет. Ну, точнее, оно будет скучным просто. Не будет напряжения, не будет челленджа, не будет, ну, ровным счетом того всего, за что ты любишь, ну, обитель зла. Вот реально. Всего этого, к сожалению, не будет. The page said I'd run into a cultist here. On your toes, Saga. Ух ты. Куда-то я вышел. Ну, давайте обратно в трейлерный парк вернемся. Да, долго же я ж сюда шел. О, боже. Старые боги Асгарда, да? Один и Тор. Or take a bath. Ever again. Moonshine. Самого. Drink the moonshine, brother. Нет, чуваки из первой части. Ну и к тому же отсылка к реально существующей музыкальной группе. Look like cultists. Ну как отсылка, это, блядь, они и есть, типа. Ну, кстати, неплохую песню. Точнее, неплохой музон пилит по ним. Их можно услышать Feel like myself. в конце контрола, к примеру. Ну и в этой игре также. Или еще где. Excuse me. Короче, в играх Remedy их полно. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. Сильная и независимая. Stop the hell of it! Капец не волосатый пупок. These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Блин, иммунитет, видимо, получает именно бухари. Типа, алкоголь, она, ну, типа, как-то это... Дает тебе иммунитет какой-то от темной обители, типа того. Вот, блин, будете вести здоровый образ жизни, будете как Алан Уэйк. Ёбнитесь. Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Ладно, я шучу. Пить вредно. Vikings. Gods. Эта игра плохая. Она пропагандирует So пьянство. good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin. Двоюродный дед Один. And this is your long-lost mortified Thor. Дедушка Иго. Saratoga. He is your grandfather, and I am the All-Father. А по какой линии он дед? Just as crazy as everyone По линии else. матери или отца, интересно? Just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. Не, ну вообще интересная тема, конечно, крутится вокруг Саги. В том плане, что ты ее стримают по поводу того, что ее дочь утонула. Another то, one что- of those lunchboxes. Ее все знают. Жестко стримают по этой теме ее. Она, конечно же, от этого вообще не в кайфе. Ну, это реально стрёмно.
Блин, особенно не забуду первую встречу с этой Роуз из забегаловки. Она такая: о, Сага, You think we missed our ядрить, чё ты тут делаешь? Я думала, ты в ахуе. Находишься там где-то в Нью-Йорке, так сказать. У тебя ж тут дочь умерла, типа. Да. Тут в игре будет выбор. Дальше продолжать играть за женщинами, за Алана Вейка, за женщинами, но геймплей скучно. Так это уже дается мне такой выбор. Нет, за Алана интересно, конечно, но я думаю, что надо чередовать. Надо чередовать. Два выстрела без перезарядки. Это хорошая тема, конечно. Saga strained to pull the string of the crossbow back as far as she could. To her surprise, the latch adjusted to accommodate her. The next bolt would stop a monster. Прикольно. Так. Может, в пистолете увеличить размер магазина. Давайте вот это вот возьму еще. Saga had lost count of how many shots she'd fired. But Она she давно was sure сбила it со must счета. have been more Патроны than давно she had должны in her были magazine. закончиться. And yet, Но выстрелы she следовали tried один за другим, как будто магазин as if the увеличился в magazine размерах. had grown to fit more bullets. She fired again. Ничего себе. Я вот гадал, как он это объяснит. Окей. Объяснил. Просто оно так случилось. Ну-ка. Погоди, я не могу вытащить пистолет. Видимо, сейф-зона какая-то. Да. Ё-моё, сколько там... Gotta head back to the bus soon, brother. The Rusky is itching to leave us Походу, behind. жестко увеличился размер магазина. Ah, we got time. О, е. Mom wants to stay on our good side. Трейлерные парки. Ты только мне тут не спойлери, пожалуйста. Hello, Yako. Who is this incredibly attractive martial arts master? It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, Прикольно, why у are них you реклама. dressed like that? Deerfest is almost here, which means we're chopping the prices on all of our custom-designed Deerfest parade floats. Floats created by the award-winning team Не, не at нашел еще. Kalevala Knights Motorcycle Club. Winners of the last year's trophy for Best Deerfest Float featuring an animal that is not deer. That very team. And you're gonna get a kick out of our latest float designs. We've done it all. Deerfest floats, restaurant floats, floats shaped like things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends, propose to your partner, or throw shade at an office colleague. And we don't do just Deerfest. Our floats are Не, довольно perfect прикольно же. gift for weddings, birthdays, bar mitzvahs, or your connoisseuria. Our floats will punch up any Нравится, special когда occasion. разрабы Go word for it. Let's hear it from добавляют one of our кучу many, many happy контента, customers. не обязательно в игру. Типа I was at Deerfest подобные last year. штуки. Floats were pretty good. Прикольно же. One of them was a swan. And that was stuff people liked it. And there you have it. Award-winning floats now at reduced prices that will knock you off your feet. Order yours today. Да, очень по-американски. You were a handsome deer. Олень. Я, кстати, много оленей так погладил вот уже. Как будто бы это обязательно. Да. Подобные дома, по-моему, в Америке супер дешевыми считаются, да?
light is supposed to be red. Which light? Какая лампочка? Так, дорогая мамочка, пишу тебе, как я и обещал. Мы прекрасно строились, у нас все хорошо, покоряем большой город. Джим много работает и уже получил повышение. Думаем сходить на новый популярный ресторан, про который рассказывала Конни, чтобы отметить это событие. Учеба в школе дается Лори легко. Такими темпами ее в любой колледж с руками и ногами возьмут. Мы так гордимся нашей малышкой. У меня тоже дел немало. Навожу уют дома, даю наставления рабочим, выбираю мебель. Кто бы мог подумать, что найти приличную кушетку будет так сложно. В общем, у нас все тип-топ, не переживай. Надеюсь, и у тебя все хорошо. С любовью, Меган Фокс. Can we get Tapio off the line? I Во-во-во, need to ты чё? hold down his grandson. Блин, а чей-то дом. Какого-то бодибилдера нас. Куртяхи у него такие. Блин, парень любит тягать железо. Хотя, что это я? Может быть, это женщина. Опа, пистолет. Не, это стопудово не женщина. Такого бардака бы не было бы. Будь это женщина. Ходим, исследуем, ходим, исследуем. Вот этот дом. Давайте в это. Потихоньку. В каждый дом заглянем. О, тут открыто. Так, ага. Reeks of booze. Ну это дом этих, Addressed to понятно. me. From years ago. Много лет назад. Wake was right. Вейк был прав. The horror story is changing reality. Not just people's memories. This card has mom's handwriting. Открытка. Узнал вот случайно, что сегодня у тебя день рождения, так что устрой себе праздник. Логан, очень люблю тебя, бабушка Ф. Вашингтонские электросети, выплата по чеку. Вашингтонская служба энергосбыта, Олимпия ваша. Пиздец. Сага Андерсон, Троллерный парк Уотери. Ага. Андерсон Муншайн. Вот это вот бухло, кстати, надо бы отнести Алану Уэйку, чтобы он выпил его и вспомнил все. Everything here reminds me of Logan. This could be her room. This is Офигеть. getting too real. Too personal. Лок. Тор. Йодин, да. Играют в видеоигры. Night Springs. Новый сезон. Скорее всего, DLC, да, имеется в виду, к этой игре еще будет выкачан. Стопудово. My Кульдируем. newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carlyvala Knights. That's the motorcycle club the Costello brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. Да. Пиздец стрёмно. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's
school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are! Mulligan? Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? What the fuck is... А, тут затоплено все. Ясно. Сюда потом пойду. What the fuck is this? Thornton 2? God damn it. Торнтон и And now they're Маллиган. all taken? Блядь, сука, ёб твою мать. Нихера себе, блин. Что за дерьмо? Ну, прикалываетесь, что ли? Хорош. The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. Ага, ну ясно. Им насрать. Блин, это чё за хрень? Это Сэм Лейк, что ли? Упоротый. С Аланом Вейком. Ща опять напугает. Another Alex Casey lunchbox. — 18 пуль максимально. Окей. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. Аптечку. О, еще патроны. Да вы меня балуете. Да господи, я уж подумал, что за... Кто-то падает. Блин, вот этот бассейн хороший. Эй, не с места, темная фигура несвердым шагом направлялась к Маллигану. Торнтон согнулся пополам, закашлялся. Кусок холодной пастромы застрял у него в горле. «Давай, ублюдок!» Маллиган выстрелил. Торнтон резко кашлянул, избавившись от ставшего поперек горла куска копченого мяса, тоже открыл огонь. Монстр упал, они продолжали стрелять. Экстаз власти. К этому и сводился культ дерева. Не одно дерево, а целый лес. Тайное знание в маске оленя. Последняя линия обороны. Йо-хо-хо, ублюдок, нам, мать твою, Брайт Фоллс нет равных.
Они подобрались ближе и достали фонарики, их окутал ужас. Перед ними лежала Моника из магазина товаров для рыбалки. Невинная женщина. Пастрома снова подступила Торнтону в голову. Нифига себе. Они убили какую-то продавщицу. Лол. Так. Досье. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzles, Wilma. Why not just use keys? People love the puzzles, Yaku. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Ну, это я уже дорешил. Не мозги у меня есть, получается. Радует, да? I already took care of all this. Don't need to go over all this again. Mulligan and Thornton have the clicker. It's in another overlap. Here in Watery. На будущее. Think. A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. The Coskellas think I lived in the trailer park. With Logan. The story really is changing people's memories. Why aren't mine affected? Может, ты бухаешь? Иногда. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Угу. Так, No, Logan's not dead. ёпта, 22 февраля 2018 года. Давненько. А, ты посмотри. Код какой-то вырисовывался. Нарисовался какой-то код. Угу. Постараемся запомнить. Such a shame. Так, погладили очередного оленя. Так. Сауна. Это одна вселенная с контрол.
А Макса Пейна превратили в роман Алана Уэйка. То есть это, ну, прям факт. Они сделали так. Но из-за того, что права немного продали, они переименовали Макса Пейна в Алекса Кейси. Поэтому роман про Макса Пейна в игре называется Алекс Кейси. Такие дела. Так, всем привет. Вечер сауны. От Илма Каскелы рыцарем Какаливалы. Старая сауна снова работает. Предлагаю ходить туда вместе, как думаете? Какое время лучше выбрать? Можем возродить старую добрую традицию париться по субботам. Я захвачу сосиски и горчицу. А вот бухло тащите сами. Илма, не всем нравится жариться до угольков. И вообще, кому нужна горчица, когда есть кетчуп? Фред Джонс. Илма, не обращай внимания на Фреда, он слабак. И насчет кетчупа он тоже не прав. Только майонез чили, мать. И нахожу новый код двери, заглянул в кружку со смайликом. А кружка-то где, Яко? Всем спасибо за комментарий. Я так понимаю, насчет суббот договорились. Сауна полезна для тела и души. Может, вам она не нравится, но вы ей нравитесь. И несите любые соусы. Так ремастер же будет по Максу Пейну, да. Но они же, ну, как бы, скорее всего, на продолжение они просто продали права Rockstar. То есть у Rockstar есть права на Макса Пейна 3, а у Remedy сохранились на 1 и 2 Макса Пейна. И истории 1 и 2 Макса Пейна они превратили в историю Алекса Кейси. Ну, видимо, не знаю, чтобы слишком уж жирно не было, наверное, не решили Алексом Кейси его переименовать не Максом Пейном напрямую. А так, по факту, скорее всего, я даже уверен в этом, в том, что в ремастерах Макса Пейна 1 и 2 будут прямые референсы к тому, что он, ну, этот выдуманный персонаж писателя Алана Уэйка. Так и будет, скорее всего. Помнишь тот момент, когда Макс Пейн берет трубку, и он говорит: я что, персонаж компьютерной игры? Типа, я что, персонаж из комикса? И в тот момент, скорее всего, будет такой, то что я что, персонаж из какого-то романа? Так. Так его произведения могут быть наяву же. Но они влияют на реальность, да. Да, они влияют. Так что, возможно, они сделают так, что... Ну, что-то сделают такое. Какой-то такой клиффхенгер будет в этом плане. Так, из-за колесницы у нас все меньше места. Опасайтесь, сохранить вокруг мастерской порядок, ладно? Я так без инструментов останусь. Здесь сам черт ногу сломит. Его, если продолжить разводить бардак, я пну тебя под зад, не сомневайся, Илма. Деньги. Дядя Илма, привет, надеюсь, у тебя все хорошо. Мы с Шарлин до сих пор не получили деньги за рекламу Мира Кофе за прошлый месяц. Ты точно их отправил? Может, проверишь? Вдруг затерялся где-то. А еще Шарлин говорит, что от ее костюма до сих пор как-то попахивает. Хватит, последнее предупреждение, хватит выносить ПС из активного зала. Хочешь поносить в мастерской? А, напиться в мастерской? Ладно, но PC можно использовать только для ритуалов. ПС. Идиоты, вы уже хуже детей. Всем привет. Вижу, некоторые из вас оставляют схрон на виду у всех. Просьба так не делать. Проходимся несчастные. Дерево, блин. Странные байкеры, какие-то бомжи. Locked. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. Вот такая тема была. И тут... Что-то было. Или вот такая тема. А тут... Я вот точно помню, что тут такая была, но вот на втором... Может, такая...
Бегать до этой чашки что-то лень вообще. Но чувствую, что придется, да? Да ладно, как так-то? А, вот такая, блин. Я перепутал нижнюю со второй. Елки. This is the cult's hideout. Да. Their Убежище headquarters even. культа. Ну все, прижали этих сукиных детей, как говорится. Добрались до их логова. Son of a bitches. Bitches, bitches, bitches. Son of a bitches. There's a basement. Этот выключатель, найденный у озера, не какой-то хлам, а чертовски, мать его, важная штука. У меня на такое чуйка. С этого момента, поймав цель, мы вырезаем ей сердце. Суем эту хреновую грудную клетку, щелкаем кнопкой. Знаю, звучит безумно, но должно сработать. Это будет что-то вроде ритуала. Все получится. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. А, и теперь все схроны знают, где находятся. Лоу. По твоей просьбе ставил отметки на карте, все схроны готовы. The Nightingale ritual wasn't Ритуал убийства completed. с Найтингелом не довели до конца. Не хочу никого указывать пальцем, но нельзя допускать, чтобы случайные туристы становились свидетелями наших ритуалов. Нас прервали, и мы не успели использовать щелкунчик. Да что там, даже свет установить не удалось, и это просто недопустимо. Давайте посмотрим, чему мы научились. Готовиться к ритуалу надо быстрее. Кто-то обязательно должен стоять на стреме. Командная работа, взаимодействие, взаимопонимание. Именно из-за таких проколов мы и получили агент ФБР на свою голову. Это паршиво. Пардон за резкость, но это не наш уровень. The cult isn't well organized. People Дисциплина aren't following orders. культе ни к черту. Тому, кто портит снаряжение в домике у озера, прекращай немедленно. Если хочешь помочь культу, давай как-нибудь иначе. Если тебе кажется, что внимание федералов это личная помощь, то лучше вали оттуда, покажешь их, держись от ФБК подальше. А если увидишь, что они снова куда-то суют свой нос, сообщи мастеру. This is the cult's process. Their ritual. Так, окружите цель, схватите ее, оглушите молотком или ледяным тяжелым предметом, связать, вырезать сердце, приговорить слова, заткнуть, щелкнуть в грудь, дважды щелкнуть им, чтобы все точно сработало. Не забудьте о прожекторах на треногах, все должно быть отлично видно. Всегда работайте в паре. Пульт дерева. Sure. Так, фанатики... Не фанатики, мозги им, судя по всему, не промывают. Сборище оголтелых социопатов. Записка культиста прямо на моей туале. Nope.
Окей. Хроник культа. Yes. Так, что еще? Детские стишки. Ёб твою мать, как много. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Hmm. Так, короче, куклы сначала. Так, это все куклы, да? Окей. Подвеска появившаяся. Да в смысле не оттуда? Keep trying. В смысле из Bright Falls? А! Господи. Эй. О боже. О боже. Так, Колдрон. Колдрон. Уотери. Уотери. Господи, каких много этих. Так. О, ФБКшники. This is one weird cult. Rose. She's that waitress from the diner. Так, наблюдение за Роуз Мэриголд. Покидает дом на автомобиле. Прибывает в закусочную, дорогой олень. Открывает кафе, проливает чашку кофе, смотрит на лужу, чему-то радуется и начинает бодро беседовать с лужей. Наблюдатель находится не в закусочной, не слышит разговор. Уходит на перерыв. Возвращается с перерыва, съел бутерброд, записал что-то в блокнот, текст неизвестен. Смотрит на потолок около 50 секунд, улыбаясь. Пешком уходит из закусочной. Останавливается на пристани, записывает что-то в блокнот, смотрит на тучи, расстраивается, трясет головой и говорит что-то в направлении неба. Наблюдатель слишком далеко не слышит реплику. Уходит с пристани, подходит к машине, садится внутрь. Прибывает домой, смотрит телевизор. Готовит ужин. Макарон с сыром. Ест перед телевизором. Ложится в постель. Читает внезапную остановку. Выключает свет. Роман Алана Уэйка читает, значит. А, я вспомнил. Она же была типа фанатом Алана Уэйка. В первой части она прям так клеилась к нему жестко. Так, культ дерева. Краткое изложение. Периодическое наблюдение за околокриминальной группой культ дерева показало, что действия членов культа ограничены небольшой территорией в штате Вашингтон. Согласно отчетам, группа состоит из преданных делу индивидов, оснащенных простейшими средствами. Организовано неплохо, слабо он понимает суть, видимо, ритуалов. Мы присвоили группе оранжевой категории риска. Требуется дальнейшее изыскание для выяснения степени их осведомленности и источника знания о паранормальных элементах. Рекомендовано постоянное наблюдение за культом дерева, а в дальнейшем арест его членов и конфискация собственности организации. Полные отчеты и рекомендации смотрите в досье. Такое-то краткое изложение, полный текст так будет направлен на руководство на исследовательский объект на озере Колдрон. Дополнение. Класс рекомендованных действий понижен до продолжения периодических наблюдений без ареста с целью оптимизации расходов. Твои подозрения оправдались, эти хитрожопые ублюдки действительно следят за нами. И нормально мы организованы, эти придурки несут чушь. Да уж. Так, дерево.
doesn't make sense. Так, чё, наркоманский бредни. Так, ну-ка. Участники обычные люди, местные. Разношерстная группа во главе с лидером. Символы и одежда ничего не означают. Символ культа — это логотип ФБК. Переосмыслен в наркотическом бреду. Понял. Seven remaining. 7 оленей осталось. A creepy basement. Shit. Здесь они делают веточки. Hey! Freeze! That's the clicker. Блин, они исчезли. Ёб твою мать. They took it. They're playing with me. I was so close. Пуль Mulligan дерева. and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Лидеров несколько. Ёпта, лагает. Страница. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside, waiting. Mulligan and Thornton were fine earlier. Hmm. How did this happen? Terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Где одержимые зомби? Ataken is upstairs. This was a trap. Ну и где тут одержимый сукин сын? Твою мать! Мать твою!
Okay. Now where's that parade float? Окей, ладно. Похилимся. Почему их, кстати, тут не было вообще? Блин, мощно. Откуда он выскочил? А, он отсюда выскочил, я уж не понял. Как-то камера странно повернулась. Не в полном моциках. Is this the parade float the page mentioned? The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's a parade float. Так, But it's Илма incomplete. стоял перед карнавальной колесницей, он театрально повернулся к своей команде. Представьте, что руки убийцы двигаются, нож поднимается и раз. Накки, зная себе, смеется. Для дня оленя все выбирают что-нибудь безопасное. Но не мы. Этот памятник истории Уотери, это произведение искусства, отхватит все награды. Темное прошлое Уотери стало отличным материалом для преобразования складки ритуала. Для открытия входа складка был связан с созданием колесницы, ключом служило искусство. This is one disturbing. I don't hear any haunting laughter. How come one of them is wearing a mask and the other isn't? Угу. Значит, нужна маска. И нож, да, скорее всего. Not sure what Puko means, but it looks like the knife is missing. Yup. Already got the answers to these. Ок. Пука. Твою мать. Ночбокс Алекса Кейси. What's missing from the parade float? I need to put it together. So this is the Koskela Brothers parade float. Looks like only 4 pieces are missing. The mask is the only one without a location listed. О боже, я знаю, где кассета. Я не знаю, где. Ну, короче, это все здесь, в карнавале. Так, ну придется побегать, походить, поискать. Я понял. Так. Помнится, мех я слышал где-то здесь. Вот где-то вот там, что ли. Ну, сейчас проверим этот дальний уголок. А, да, вот тут где-то.
Вот он. Thank God. Thank God. Так, дальше. Э, Офигеть, как много всего я пропустил, типа. Арбалетные болты. Где? А. Лол. Да, здесь был ускоренная перезарядка на самом деле. А. А чё это лампы другие? Другого цвета лампа. О, предупах. Так. Сегодня отдых? Да, выходной. Сегодня выходной. Мне наш кофе захотелось выпить. Я же нахожусь в мире кофе. Пи-пи-пи-пи-пи. I guess a Вот и toy knife нож. will do. Тафонный. А ты на работе? Что делаешь? Как дела? Крутится и крутится.
Ни один толчок не работает. Зачем толчку работать, если можно просто сесть и насрать в него? Типа, ну. А. Понял. Она выбралась из колод. А внутри колодца явно что-то есть. Почему я не могу использовать эту штуку и спустить туда это? Stabbing again and again. That must mean the arm's supposed to work. Так. Espresso Express. Got it. Gift shop. Easy. I can't make out what it says. Fair Trade Fun Zone. Is missing a soundtrack? Should the characters be moving? The float killer used a knife. Art? I figured out what the float is missing. The float killer isn't wearing a mask. Maybe he needs one. The materials listed for the parade float mention a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Musco mask is. Ясно. The mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is never a mistake. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. Блин, ну это... Окей, ладно. Where is the mask? Bleach it. We'll powder him. The mall of the crumbling well. Show the bitch who's boss. А, они сбросили труп этой продавщицы в колодец, понял. The moose mask is at the Huatari well, in Coffee World. I saw something. Like I did in Cauldron Lake. The well, here in Coffee World. I know the moose skull will be there. Now I need to bring the mask to the float. Хорошо, что далеко бежать не надо. The moose skull goes here, obviously. There's your knife. Some creepy laughing for atmosphere. Так, и моторчик.
Эспрессо-экспресс. Он здесь где-то. Блин, и где, интересно, моторчик от этой штуки? That must be the circuit board I need for the float. А, How do I get down there? наверное, где-то сбоку. Справа, слева. A fuse is missing. Can't operate the ride without it. Блин, предохранитель искать? Серьезно? Да за что? Так, ну... Тут еще цифры какие-то. No power. Must be a fuse box around here somewhere. Fuse box. Вот он. Рыцарь, боже, она там осталась, ёшкин кот, ладно. Ну хотя бы понятно где. Да? Ну ладно. Угу. Бывает. Никак залагает. Так, а тут... вот он. Fuse. I can use this to get the Espresso Express working. Погнали. Эспрессо экспресс. Да, очень смешно. Он работает, ура! There we go. Now I just need to stop it in a position to let me get to that circuit board down there. First try, motherfucker. Shit! Good thing no one was riding that. Убийство Моники... другом батьке. Ага. Убийство Моники Томпсон было страшной ошибкой. Торн винил импульсивность Маллигана. Маллиган сраный сэндвич с копченым мясом, который подавился Торнтон. Сошлись они на одном. Сами они не виноваты. Труп никто не найдет. Мы его спрячем. Они сбросили тело в колодец, как некогда братья Хуатари. Они лгали всем, их тайну никто не знал, но навсегда такой секрет не утаишь. Он разбухал внутри них, рос как раковая опухоль. Тьма захватила Маллигана и Торнтона, наполняла их изнутри. А он остановится или...
Не, я, пожалуй, это явно меня убьет. Вредно для здоровья. Твою мать. Как же их долго пришлось ловить. Кто скрывает улыбку? А, я не находил. Где-то улыбку искать. Вот это что ли? Правда, над этой улыбкой еще и арка была какая-то. Так что, может быть, не здесь. А нет, все-таки здесь. Что-то... A little something to get those arms moving. Бля. Okay, Saga. Let's get the clicker from these assholes. Эсольс. Застю. What the hell? Where am I? Опа. Ничего себе. Вот это они заморочились. Порыбачить не любить. Десять. Время всегда показывает это время. Так, Маллиган и Торнтон стояли у развалинах морга, лица в тени. Торнтон в меру скромных возможностей сымитировал женский голос. Я с камерной сучкой СФБ, я как следует налажаю, заставлю тупиц клопов из глухомани почищать за мной.
Торнтон повернулся к напарнику. Вот же мрази у них в правительстве, Маллиган, в следующий раз я скажу ей. Ни хрена ты не понимаешь, ты позволил собственному ребенку тонуть, ты долбаная мошенница. Маллиган плотоядно ухмыльнулся. Можно было просто повесить убийство на букеров. Никаких проблем. Но нет, эти твари всегда держатся вместе, Торнтон. Пора показать, сучки, кто здесь главный. Ага. Окей. Не. А вот и сауна, в котором они балдели. Плохая. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Brains leaking out like Так, ну сейчас будет, видимо, босс-файт против этих двоих. Logan? Logan! I'm here! Logan! Пиздёж и провокации. Ну ладно. The story is trying to take Logan. I can still stop this. I need the clicker. Блин, глубокий колодец. Второй. Или тот же. Wake? I saw him this way in the other overlap. Меня обманули? It's a loop. Just like before. Чьё-то тело? Типа щелкунчик в руках у этого мистера Скретча. Тут на самом деле его нет. Крипы. Будем опять спускаться, серьезно.
I can't get through that. I need to look for another way through. О, знакомая песня. Ах ты. Надо следовать за песней. Наушник-то. Это бар. Будет. Арбалет. Арбалет. Одна стрела только есть. Наверное, стоит пройтись потом по городу, посмотреть, насколько сильно сократилась численность населения. Ах ты. Ах ты, ах ты. Кругом вода. Кругом вода. Okay. Calm down. Это типа кровь. Trapped how? What does that mean? Жестко.
Охереть, ни хера не видно вообще. Мыльно, что капец вообще. А, и что дальше будет сложно, да? Так. Блин, не хватает. А. Нихера себе. Блин. Нихера. Да. Блин. Да бля, вытащи пистолет, ну-ка. Those pieces of darkness keep bringing the deputies back. The deputies will just keep coming back unless I destroy those pieces of darkness. There. Next time they won't be coming back. Алло. Блин.
где там мразь? Окей. Да, блин, твою мать. Успеешь. Найс, отлично. Saga Anderson, listen. Wake? I've been tricked. Scratch wrote. I tried to fix the story, but he has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. Окей. Конец главы. Wake said he could use the clicker to undo the horror story. I need to get back to Bright Falls, to Casey and Wake. I should check in with Casey. Так. Can't open this with my bare hands. О, щелкучий предмет появился, кстати. Come on, Casey. No answer. Пойдем, Кейси. David. Pick up. Hey, this is David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan all right? How does this all work? Has the horror story already gotten her? Wake should know. The flooding's lowered. I should look around, see where the water was hiding. На. Вода отступила. Ой, хорошо. Сколько патронов от дробовика? Много.
Mayor Setter is not afraid of the rough questions. Ага. Теперь здесь небезопасно. Опять болторез. Another locked box. Так, ну тут тупо ключ. Вот так вот, да? Ну ладно. Ладно. О. Так. От Джеймса Джонсона. Меган Джонсон. Так, Меган, просто напиши мне, если у тебя все в порядке. Я так скучаю. Можешь не рассказывать, где ты сейчас. Просто скажи, как ты. Имей совесть, напиши мне. Идея для комикса. Так, от Уильяма Портмана. Мистер Скарсгард, спасибо за предложение идеи Звездной симфонии, нам очень понравилось. Тем не менее, на данный момент наш издательский дом вынужден ответить вам отказом. Желаем вам творческих успехов, продолжайте мечтать. С наилучшими пожеланиями, Уильям Портман. Уэль Скарсгард. Что за рассказ такой интересный? Очередные Звездные войны какие-то? Судя по названию. Продолжайте мечтать. Must be locked from the other side. С помощью болтореза заходишь. Там, скорее всего, есть вход. Этих фрифайров просто охереть как много. Как говорится, до жопы. Ха. Инопланетный любовный треугольник. Так это же Звездные войны. Только там инцеста было много.
И, по-моему, она как раз-таки поэтому и всем им понравилась. Не про Звездные войны. Потому что там инцеста было много. Всем было любопытно. Как далеко пойдет Люк или Скайуокер? Насколько далеко они пойдут? Игрушечный медведь. Кукла-ребенок. Another one of those rhymes. Rhymes. That's it. Вот это я быстро разгадал, конечно. Oh, Рыба, рыба. damn. Damn, son. Where'd you find this? The bikers repaired vehicles. Ох, вашу ж мать. Так. Окей, найс. I'm gonna need a bigger charm bracelet. Окей. Блин, волк.
Saga. Now keep moving. Блин, ну я думал, волки себя так не ведут. Не ведут. Вообще не ауф. Это не ауф, пацаны. Тут прям что-то нехорошо. Этот еще и жопой так виляет. Да, непонятно, непонятно. Я уж думал, волки это прям такие, но нет, они походу и... побаловаться не прочь, так сказать. Пошалить. Эх, волки, волки. А, я вспомнил. Я тут хрон не открыл. Давайте откроем его. Правда, я вообще не понимаю смысла. Да, может.
Эх, в чем логика? В чем логика? Не, ну тут эти культисты, конечно, прям жестко боролись. Круг. Круг, 2. Круг, 2, 3, 4. Круг, 2, 3. Треугольник. 4. Тут полным-полно таких символов. И вон таких. Вот с ними надо работать, видимо.
Блин, ну тут даже такие символы есть, как... Сука! Я не понимаю. Вниз. Вверх. Ну не знаю, тоже вниз. Вниз, вниз. Вверх. Вниз. А, они все вниз показывают? Понятно. Купите сёмку, пожалуйста, раз уж уходите. Это... А? Берите. Угу. Донаты. Да. Мне ладят треки. Он тебе так. Eles estão mais barato do que isso, não vou pular. Taka neredeki? En. Na. Hmm.
Нормально. Нормально, нормально. Ох. Блин, какой же это бред Кала вообще. Ну, как человек должен догадаться, как разгадывается эта загадка? Ну, серьезно. Могу играть. Да, оно меня успел поломать, что оно нет. Если ничего устанавливать не будешь, то играй. Вообще не понимаю. Это бред, это бред, это бред. Пит. Бред. Пит. Вот такая. Вот такая. Господи. Подождите. Тут еще вот такая хрень есть, да? Смотрящий вниз, да, есть. Блин, какая же тупорылая херня. Хм. Я точно близок к разгадке этой срани?
Вниз. Вроде тоже вниз считается. Вниз смотрят. Вниз. Вниз. Вверх. Вот таких вот символов почему-то очень много. Раз, два, три, 4. Что это означает вообще? Вот таких вот раз. Вот да, вот вверх смотрит. Вот это вот вниз смотрит. И что означает круг? Не понимаю, то... О, блин, боже, о, господи, Суси. Наконец-то. Una momento. Un Sacramento. Тут, кстати, тоже вода должна была бы отступить. И да, отступила, смотри. В натуре. Да. Ну, разве что чуть-чуть отступил. This bridge got fixed quick. Мост починили. А, сауна, кстати. Тут же полным-полно народу было. О, страница. Окей. Ха. Quite the show that Archie fella put on today. Ах ты. Come down and start dancing. Oh, why didn't you? You've got to grab life's gifts while you can. It's so quiet now. Feels like I've suddenly gone deaf.
И что это за имена? Люми Мурто. Томас Зейн. Темный двойник в жизни и в творчестве Томаса Зейна или Томаса Сейни, настоящего творца. Лекция читает специальный гость президент клуба фанолюбителей Брайт Фоллс Томас Сомерсон. Обсудим начало карьеры Зейна в Финляндии, в созданной им Брайт Фоллс, общин творцов, его утраченное произведение поэт Том, а также загадочное исчезновение в 1970 году. Посмотрим, как он играл в кино свое темное альтер-эго поэта и писателя и ныряльщика Томаса Фрихмача. По роману Алана Уэйка. Чё за хрень? Фильм Томаса Зейна. Написано, точнее, снятый по роману Алана Уэйка. Так они же не... Чё за... Вообще не понимаю. Они же не могли пересекаться. Ну, то есть... Это физически невозможно было. Ну, разве что Томас Зейн был только в «Темной обители», и там он его видел, но не более. Странненько, странненько. Не, ну тут у людей крыша едет, это точно. Мне аж сложно представить, через какое время я бы стал, ну, такой же хренью заниматься. Yeah, but the fish aren't biting any better. Если бы я жил в подобном месте. То есть сколько времени бы мне понадобилось, чтобы я вот начал вот так вот лужи разглядывать, как та женщина. Задачка пора машины. Легкотня. Вот и моя. Есть батареи. B1, B2 и B3 с суммарным зарядом с 1600 ампер. В B2 на 128 ампер больше, чем в B3. У B1 заряд в 2 раза больше, чем у B3. Сколько заряда у аккумулятора B2? О, блин, это реально задача прям математическая, сука. Так. Сто 28. Я уверен, что ни один человек нормально не разгадал эту задачу. Хотя, я не знаю. Наверное, ручки рядом нет. Ладно, короче, B2. Так, допустим, B1, B2, B3. У B2... Так, общее с 1600. B2
128 ампер больше, чем у B3. У B1 заряд в 2 раза больше, чем у B3. Так, ну-ка. Ну, число трехзначное. Ну, примерно, да? Так. Чтобы это число было, ну, близко. Но явно меньше, чем 7,8. Ну, где-то может быть 600. И отсюда уже надо идти. 8 тут, наверное, поставим. Так, не 8. Если не 8, тогда попробуем 6. Тогда 4. Тогда 2. Тогда не 5, а точнее не 6. Попробуем 5. И снова восьмерка. Так. Может, все-таки 7? Нет. Наверное, точно 5 где-то. Давайте 6. Четыре. Я тут, кстати, 6 пробовал. Давайте на 7 попробуем. Какие вообще разрядности у батареи есть? Ну, скорее всего, вообще насрать, да? Наверное, реально не важно. Математическая задачка же как-никак. Вот тебя, котенка.
Бродфорс. Па-па-па-па-па-па-па. Погоди. А, блин, там вода. Тысяча 600. Блин, ну это прям много. Хотя, может быть, я зря тогда насчет восьмерки. Блин. А, так я неправильно думал.
Я неправильно прочитал, точнее. Неправильно понял даже, я сказал. Ладно, давайте попробуем тут. Наверное, тут. Так. Да вряд ли один. 4 может, да? Ты чё закал? Так, 500 что ли тогда? А в этой игре стоит, типа, какая-нибудь ублюдская защита от брутфорса, интересно? Что-то я начинаю думать, что он есть. Ну, защита от брутфорса. Начинаю подозревать, так сказать. Нет, число какое-то слишком большое начинает получаться. Как будто бы. Да ну хрень какая-то.
Ну, сомневаюсь, что это до 9 должно дойти или до 8. Ну, блин, бред какой-то. Слишком большое число, чтобы оно в суммарном каком-то количестве выходило до 1600. Уже как будто бы слишком много. Хотя, блин, даже не знаю. Блин, вот гуманитарий он такой. Не технолог, не технарь, не математик, не инженер, ничего такого. Математического склада ума нету. Вот и сижу. Жесточайший брутфорс. Да ладно, 900, серьезно? 900? Или также я сильно сомневаюсь, что 900. Да, ну бред. Ну как может быть 0? Это вообще... Что за бред? Да ну. Ну ладно, давайте вот просто поделаем это. Не, ну если тут что-то... Ну... Что-то мне начинает казаться, что это математическая задачка из разряда конченых каких-то. Ну, в том плане, что одна батарея была разряжена полностью, там 0. Типа, я не знаю. Ну, окей, 1, да? Давай 1. Может, тупо 128 и будет? Нет, окей. Так, я это забродфорд уже, да? Так, 1. 2. 3. 5. 6, 7, 8, 9. Блин, где же школьники, когда они так нужны? Вот школьник бы решил, наверное, потому что у него знания в голове еще более-менее свежие. Хотя хер его знает, смотря какой школьник. Не каждый школьник бы справился тут, это точно. Так, до 3 дошли. Это жесть какая-то. Просто бред. $400, да, все-таки? Бля, мне начинает казаться, что здесь защита от брутфорса стоит. То есть нельзя зажимать кнопку, надо по одному вот так вот двигать. Надо кликать, так сказать, по кнопочке. А зажатие, но оно плохо не засчитывается.
Я уже по второму кругу как будто бы иду. Тихо. Ну и бред. Тут я уже прокручивал как будто. Блин, прикиньте. Я окажусь прав. Что здесь есть защита от брутфорса. Игра не засчитывает те комбинации, которые ты с помощью прокрута закрутил. Ну то есть... Правильный ответ, возможно, проскакивал, но его не засчитал, потому что я кнопку не отпускал. И дальше крутил. Не остановился, типа. Блять, если это так, это пиздец. О боже. Это самый ублюдский брутфорс, который я делал. Потому что игра, по-моему, имеет защиту от брутфорса. Да ну не может быть. Не верю. Этого не быть не может, чтобы здесь была защита от брутфорса. Это ж насколько надо быть душным ублюдком, чтобы сделать свою защиту, точнее в своей игре защиту от брутфорса. Где есть, сука, реальная математическая задачка. Не, я уже по третьему кругу как будто бы кручу, если что. Как 3 миллиона комбинаций, что хотел? Да в смысле? Ну, блин, типа, я уже эти комбинации как будто бы, ну, все перебрал.
И откуда ты взял, что 3 миллиона? Что за бред? Быть того не может. Ну сколько тут? $999 число. Его наверное умножаешь на 3. Я не знаю. Или погоди, или просто 999 комбинаций, по идее. Ну да. Господи, какие 3 миллиона? Ты о чем? Ну, цифра 1 это уже комбинация. Цифра 002 это уже вторая комбинация и так далее. Ну, типа... Что это? Херня какая-то. Да. Артем, ты попробуй решить задачку. Реальная математическая задачка, между прочим. Реальная. А, из-за меня? О, подожди. Давайте решим. Привет, Фрешмит. Здорово. Давайте решим. Так, задачка про машины. Легкотня. 3 батареи. B1, B2, B3. Суммарным зарядом 1600 ампер. 1600, запишите. 1600. В B2 на 128 ампер больше, чем в B3. У B1 заряд в 2 раза больше, чем у B3. Сколько заряда у аккумулятора B2? Уже есть какая-то, ну, какие-то числа уже имеются, 128. Как, ну, по идее, как будто бы легко, ну, в плане того, чтобы подобрать код. То есть это не может быть меньше, чем 200 точно. Не может быть меньше, чем 300, 400. Наверное, где-то 500, 600, 700 и так далее. Но, блин, ну, нету. Я пытался подобрать, но не получается. $177? С чего бы? Ты же просто так цифры называешь. Ну, как будто бы от 4 и больше, ну, может быть, типа... Математики есть? 1600. 368. Ты думаешь... Тут они брали в расчет, сколько по умолчанию батареи машины, типа, ну, точнее, у аккумулятора, типа, это,
Это же математические задачи, там, ну, вообще насрать, любые цифры могут быть. Почему-то я уверен в том, что это, ну, не может быть меньше 4. Точно больше 4. 697 попробуй. Вот, Арсен, как ты вот пришел к этой цифре, скажи мне. Ты же не сидел, решал, наверное, нет? Ты какие-то секс-позы мне в цифрах приводишь или как? Я не понимаю. 50 дней. Значит, перевод говна. Да, скорее всего, перевод говна, потому что... Нет, тут перевод полное говно. Тут реально он очень плохой. Локализация супер плохая. Я в Excel решил лол. В смысле? Как это? Ты знаешь ответ? Тысяча 1600. Так, ну думаю 4. Так, Б3 368, Б2 496. Чего? Бля. Я не умею считать в уме, я вам не какая-нибудь там Ада Лавлейс, я так долго долбался. Ну, то, что ты написал, то и подошел. 496. Погоди, а как ты выяснил? А как ты это выяснил? Не, Б2 и спрашивают. Б2 и спрашивали. А как ты пришел к этой цифре? Точнее, как тебе Excel выдал 368, например? Тогда перевод верный. Ну, я вот правильно говорил, что выше 4. Меньше не должно быть. Я вообще не понимаю, как можно прийти к этой цифре. Посмотри на задачку еще раз и поймешь. Как я тебе, сука, взгляну на него, а крышка открылась и все, конец, мы его не увидим уже. Живи с этим. Да ладно. Забил формулу. B1 равняется B3. Умноженное на 2. B2 равняется B3 плюс 128. И в ячейке B3 поставил разные цифры. А, нихера себе. И Excel такой, типа, показал тебе, где 1600, да? 100, 200, 300, 500, потом уменьшал и так дошел до 368. Еще сделал сумму по формуле, чтобы увидеть сумму 3000. Нихера себе, ты хорош. Жесть. Реально математическую задачку закинули. Да, Excel крут. Excel крут. Work smart, not hard. Да. А я hard, да.
Что-то по харду. Угарнул жестко. I have things to do, and this is not the right way. Не в ту сторону воюю. Так, ладно, уезжаем. Нахрен. Меня это место задолбало уже. Так, теперь пора играть за Алана Уэйка. Алана Уэйка. Где звук? Alan Wake. My name comes up, your books come up, you come up. I've read them. There are echoes of my life in there that Тут еще подобное есть про машины и велик. Там вообще тупость. Это мне больше понравилось. Да ну нахера, ты смотри. What happened to Alan Wake? The unanswered mystery. Never expected to find you alive. Ah, my head's killing me. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan then, Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. That You some can't like make something out of nothing, even in a dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. культисты. I saw visions of what's happening, what will happen. Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now. Even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. Да, типа того. I just want to fix this. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! FBI! We want the rider! No one else needs to get hurt! Нам нужен писатель, мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал и стреляет во всю. Дайте мне поиграть за Макса Пейна, пожалуйста. What are you doing? Scratch! It's close! Stay down! Wait! I need a gun! No chance. Блять, то же самое было в рассказе. Его убьют. Макса Пейна убьют сейчас. Алекса Кейси. Те же самые фразочки кидал Алекс Кейси в воспоминания. Ну как воспоминания? В Темной обители. Когда играешь за Алана Уэйка. Пиздец, он в крови.
Ебать. О, все мертвые. Пипец, кишки. Люди из бюро его хотят убить? По-моему, нет. Они просто стоят и наблюдают, да и дрочат. Ничего не делают вообще. I had escaped the dark place. So had the dark presence. Scratch. He was here. Кто хочет убить Алана Уэйка? Скорее только темный обитель. Культисты на самом деле поклоняются Алану Уэйку, они думают, что он бог. Или что-то там вроде. Они также еще называют себя, кроме как культом дерева, культом слова. Блин. Ой, Алекса Кейси стопудово убили. Бля. Он стопудово не жилец. Я в этом прям уверен. Ну так же и было в в обители, когда мы играли за Алана Уэйка. Опа! Сюда! Блин, патронов нет. А хотя 2 есть. Дробаш. Дробачинский это всегда хорошо. Дробачинский это всегда хорошо. Да, ностальгия. Потому пиздецу я бы ностальгировать не стал бы. О май гад! О май гад! У меня нету заряда батареи, лол. Что делать? Чел! У тебя явно есть преимущество против меня. И это немного нечестно. Отъебись от меня, пожалуйста. Ясно. Все. Пора бежать. Фрончик, фрончик, фрончик. Давай, говно. Все. А знаешь, на фоне этого пиздеца, тот пиздец кажется легкой прогулкой. Там и Барри другам был, и самогон пили, песню распевали, романтик. Не, ну я просто вспоминаю, как там дохуя было этих сраных одержимых людей. Там их было овер до хера. Так. То есть ты там успевал сражаться чуть ли не с 20 такими. Не, пизду, уходим. Блин, а Кейси-то хорош. Он ебаш, блин. Ну потому что духотурная игра была. Блин, Кейси реально круто, он очень долго держится. ПБК, что?
Все, походу. Sonny, don't understand. О, ФБК пришло, наконец-то, блядь. Все, Федеральное бюро контроля пришло. This is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. ФБР больше не ведет это дело. Noted. Да, это контроль. Evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with Да, you? это, ну, Anything relevant? коротко ФБК, Федеральное бюро контроля. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey, you did well. Wait! My partner, Agent Casey's MIA. We'll look for He's him. my partner, damn it! I Agent? should be... Go home. Careful, Living Wake. I think he's a para-utilitarian. No. Fuck this. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story. Короче, сейчас играем за Алана Уэйка. Пора утилит. Tor and Odin were in the photo Да. with the clicker. They might know how it works. I'm off the case, but I can still visit family. Насколько я помню, в контроле только пара утилиты могли становиться директорами Федерального бюро контроля. То есть пара утилитам была главная героиня контрола, ее брат, ну и потом они наблюдали за Аланом Уэйком, потому что у него тоже были какие-то, ну, намеки на то, что он пара утилит и крутой типа. Но после его исчезновения они, ну, продолжали наблюдать за Брайт Фоллс, за озером Колдрон. И что в итоге? В итоге... блин, Тор. Звонит. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Fuck you, you fucking hag. Fuck. Shit. А ты шаришь, оказывается. Ну так, да. Ну поэтому для ПБКшников это Алан Уэйк является реально важным чувачком. Фонд борьбы с коррупцией, да. Ну чё, поехали за Алана. Но мне кажется, что, скорее всего, тут происходит хрень из разряда... На самом деле сейчас тут находится мистер Скретч, а Алан Уэйк до сих пор в обители темной находится. И мистер Скретч, чтобы не палиться, он, ну, сделал себя... Ну, точнее, он заставил себя забыть о том, что он мистер Скретч. И убедил себя в том, что он Алан Уэйк. А Алан Уэйк на самом деле до сих пор вот тут. В темной обители ебется. Пытается выбраться. Алан вольный. Just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Это я в темной обители нахожусь.
Что же сейчас будет? Опа. Опа. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up pure. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Ладно, ладно, бегу. Да, окей. Сука. Вау, окей. Окей. Окей, неплохо. Это Влад. Да, теперь он певец. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who knew? So true. So here's a clue of hope to remember. Visions that come true. Abandon the lights with Ядрите не отжигает, конечно. Окей. Нихера тут. Да, это круто. And your warrant goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. Окей. It was all too much. I had to get away. Окей. Целый уровень такой, да? Обалдеть, конечно. Устал. Охереть, сколько может танцевать-то. Окей, да. Тут Кейси умер.
that meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. To say you left a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. Ёлопала, а где свет найти? Нет заряда. Ищем. Ну, сука. Было. Грозит мне кулаком. Get away. Понял. Надо бегать как по чекпоинтам эти. Курган. Окей. Shifter. Да. Это не озеро, это океан. Welcome to Bright Falls. О, лирика. Да, это первая часть. Первая часть вот так вот на пароме приплыл. Алан. О, бухло дали. И цветы. Нормально. Все отобрали. Блин. Обидно. Да, Ланс Хендрик прям как будто бы должен был. Блин, эфире. На, сука!
Лежать. 30 патронов. Пляшем, пляшем, пляшем. Что такое? Воу, 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 воу. Ладно, ладно, ладно. Так, братишка. Ты не прав. На твою мать. Ах. А? Что? Офигеть, отсюда? Ну ладно. Все, больше не помираем. Блин, на сей раз не так повезло. Мало дали. Враги тут. Вот в первой части примерно такое количество и врагов и было, блин. Их было реально много. 30 сюда. Ностальжик момент, да. Нас буквально прокатывают по первой части. Блин. Прикольный такой переход. А? Что такое?
Едрить, колотить, но это жестко. Реально непростой момент, ладно. Ну, тут прям нормально. Ну, хочется переигрывать и чё. Я даже, как бы это, не расстраиваюсь, что умираю здесь. Ну давай, давай. На, лежать. Какая решительная мадам. Окей. Ага. Ха. Снова в гримерке. That was pretty good. That was pretty good. Да. Ну, было неплохо, действительно. Весело. A vision. А, черт, это еще не кончилось. Так. Such a dark place, am I trapped in here? It's real, I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must. Тоже еще один писатель, по-моему, был. Типа тоже талантливый человек. Он написал историю о том, как Алан Вейк придет и вызволит его, что-то в этом роде. Но ошибка Томаса Зейна была в том, что он писал просто. В том плане, что он писал как будто бы, ну типа раз, и я выбрался из темной битвы.
Сука. No, that is a weapon. Да. Мюзикл. Конец песни. Я стал частью мюзикла All Gods of Asgard. Ночные кошмары из далекого детства обрушились на меня с новой силой. Я застрял в мюзикле провалы и неудачи, с которыми я столкнулся когда-то давно на пути к успеху, вновь достигли меня, бежать от них было некуда. Я оказался в плену мюзикла. Я перебирал в голове события, которые привели меня сюда, Брайтфолл 2010 года. Именно тогда мы с Алис впервые столкнулись с темной сущностью. Битва света и тьмы. Я тщетно посилился найти выход из этой западни, бежать наконец из темной обители. Понятно. Ну как будто бы создал, типа, да, как будто бы. Но в то же время... Типа, это противоречит некоторым моментам. Конец мюзикла. What the fuck, чуть не упал. Погоди. Опа. О. Ну, Металлиста, наверное, смотрел, нет? Металлиста нормально. And I thought this place couldn't get any stranger. Ах ты! Ах ты! Подонок. Champion of light. Да. Herald of darkness. Круто. Я вчера слушал, как он поет как там, в Уотере или в Уолтере. Его же ФБК забрали, Алана Уэйка. Тут сейчас вот в параллельной вот этой вот реальности на самом деле происходит типа воспоминания Алана Уэйка о том, как он выбирался из темной обители. И скорее по истечению вот этого вот прохождения темной обители мы выясним, кто на самом деле вышел в реальность на самом деле. Это воспоминание или это второй Вейк? Но мне кажется, что вышел на самом деле двойник. Этот злой двойник на самом деле вышел. И он так
схитрился, ну, изъебнулся так, что он заставил себя забыть, что он... Это мистер Скретч или что-то там вроде, я не знаю, но что-то такое, как будто бы. А та агент ФБР кого искала? Короче, изначально агент ФБР пришли расследовать дело об убийстве 4 людей, и пятая жертва оказалась агентом ФБР Найтингейл. Далее они понимают, что дело связано с давно пропавшим писателем Аланом Уэйком, и по ходу всего они, ну, приходят к тому, что убийц несколько, и они являются культом дерева, который поклоняется Алану Уэйку, либо его романам, что-то в этом роде. Ну, в общем, ключевой персоной во всей этой истории является Алан Уэйк. После они, ну, когда увидели кучу всякого странного дерьма, они верят в том, что Алан Уэйк является скорее жертвой, нежели чем главной проблемой ихней. Имеется в виду то, что он на самом деле, ну, не является главой культа или что-то в этом роде. Они следуют советам Алана Уэйка, двигаются по тому, как написано в страницах его романа, и пытаются, ну, как бы выбраться из всей этой ситуации, в которую они, ну, попали. Но в тот момент, когда мы играли за сагу, вот в последний момент, она вот приехала в Брайт Фоллс и поняла, что на них напали, шла по их следу и поняла, что ее напарника нет, Алекса Кейси, это Сэм Лейк, тот же, ну, Макс Пейн в одном лице, но тут он Алекс Кейси. Ну, самая хрень во всей этой теме с Алексом Кейси то, что Алан Уэйк написал книгу Алекс Кейси, то есть агента ФБР, реально существующего, зовут Алекс Кейси. И книга также называется Алекс Кейси. Нет, он не вылезал из книги. Просто это сделано так, как будто бы это, ну, просто безумное совпадение. Просто в мире существует Алекс Кейси настоящий, но он агент ФБР. И есть роман про Алекса Кейси, который является детективом в романе. И все, ну, типа, шучили над агентом ФБР Алексом Кейси, типа, ага, типа, Алекс Кейси, типа, туда-сюда. Это же ты, там, типа, про тебя написали книгу, когда новая книга, там, типа, его это, ну, сильно заебывало по жизни. И тут вот получается так, что он встречается с автором этих книг. Не, он не вылезал из книги. Тут как будто бы... Просто почему это невозможно? Потому что сага, она давно знает Алекса Кейси. Он реально существующий человек, типа. Они давно напарники. По жизни двигаются вместе. Ну, вообще странно, конечно, что так получилось. How the fuck could I? You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice
is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return. Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ключ. Ocean View Hotel. Гостиница Ocean View. Room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Он не всемогущий какой-то, но нет, он влияет на реальность на самом деле. Он в чем прикол? Типа, он же прощупывал вот эти свои возможности менять реальность в этом, в DLC Алана Вейка, Американский кошмар. И он мог дохуя всего. Он понял, что на самом деле может творить всякое дерьмо. И исходя из этого опыта, он потом начал потихоньку писать роман «Возвращение», о том, как он вернется в реальный мир и как он выберется из темной обители. И сейчас вот как будто бы, ну, назрел такой типа вопрос, скорее вывод, что, возможно, не Алан Вейк писал, а этот мистер Скретч, этот «Возвращение». Потому что, ну, как будто бы Алан Вейк не помнит всего этого дерьма. Типа для него все это странно. Ну, может, он просто забыл. Конечно же, тоже. И то, как он это сделал, как он писал «Возвращение», это пиздец, конечно. Лютый. Он расписал все до мельчайшей подробности практически. О том, как однажды какую-то деревушку, в какой-то вот в каком-то месте типа дети найдут странный этот как это там, этот приемник, точнее этот, как он назывался, проектор этот, о том, как дети находят проектор, как брат этой главной героини с Control попадает в плен ФБК и тому прочее, и так далее, и так далее. Он все расписывал. Да. Он все это дерьмо расписал. Алан Вейк все расписал. Практически все. То есть он расписал все те моменты, когда, ну, вот эта вот девушка из Control становится директором и там прочее, и так далее, и так далее. И потом, как они расправляются с этим доктором, который диапроектор, да. Короче, пиздец в том, что Алан Вейк настолько, по идее, может, ну, влиять на реальность, что если он нормально все распишет, то это пиздец как может изменить все. Ну, то есть, начнется череда событий, о котором распишет сам Алан Вейк, и они начнут, ну, осуществляться. Так, например, практически то, что случилось в Контроле, это все, по идее, повесть Алана Вейка о том, как вот он выберется из всей этой сраной ситуации, из обители, темной обители. Ему почему-то вот эти вот ребята из ФБК нужны были, чтобы он выбрался, чтобы на него обратили внимание. Причем сильно, чтобы обратили внимание. А, я вспомнил его. Доктор Хартман его звали. Он же думал о том, что я буду крутым, жестким чуваком. Я психанул, запилил канал. Там около 25 стихов с 2015-2023. Запилил? В смысле? Сделал канал, где 25 стихов будет. Прям архив. Нормально. Круто.
Или ты сказал, ты удалил? Надеюсь, ты не удалил, а создал. Удалять это легко, а создавать трудно. Создание — это уважение. Блин, гостиница, конечно, пиздец. И, кстати, гостиница Ocean View — это гостиница из Контрола тоже. Да. По гостинице Ocean View перемещалась... директриса. Помнится. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. Ну да, контрол был нужен чисто для того, чтобы был, ну, чисто для того, чтобы появился Alan Wake 2. То есть история контрола на самом деле кажется супер вторичным из-за всего этого. Если ты знаешь о чем там все и так далее. Из-за Алана Вейка контрол кажется просто, ну, филлером каким-то. Но важным филлером. Казалось бы, какая-то типа самостоятельная игра от Remedy, но она прям такая пиздецки тесно связана с Alan Wake. Безумно причем. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The Dark Presence was only a step behind me. Инициация. Блять, он жив. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Оба-на. Выстрелил же. А, это мы выстрелили. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Не, это понятно, что он не создавал бюро контроля. Бюро контроля всегда было. Но просто он ебанул такие жесткие типа события, что бюро контроля не понимало, что происходит, и просто по сути двигалось потому, ну, просто двигалось по
роману Алана Уэйка, само того не понимаю. Ну еще тут такая типа тема, то что Ахти еще знает Томаса Зейна какого-то хера. Любопытная штука, конечно. Причем знает так хорошо, как будто они старые друзья. И Ахти ведь тоже такой. Не просто хуй с горы. Ну да. Ну, вообще, как говорил Металлист, ну, я с этим мнением, скорее всего, соглашусь, что... Ну, Ахти как будто бы... И был в Федеральном бюро контроля. Типа его сущностью или что-то в этом роде, типа, знаешь. Поэтому и удивительно, что здесь Ахти вообще находится. Он же обращался к этой директрисе как помощнице и так далее. И после того, как она стала типа директором, также продолжал говорить, что она помощница. Аленбек, Аленбек. Бля, да какого нахуй? Он, как великан из Twin Peaks, активно действий не предпринимает, но присутствует везде. Как же он жестко умирает, конечно. Пап-пап-пап-пап-пап.
What the fuck? Вы что, из Mortal Kombat, что ли? Что за магия? Видели? Типа, ну, Сайбот какой-то прям кастанул какую-то хрень, и оно прилетело ко мне. Ну, Сайбот. Wake. Да, я. Мне показалось, у него оружие в руках. В руке, точнее. Ну, аптечка. Very nice. Блин, я как этот, как Бабаджи. Обезболивающий, понимаю. Слова помощи. Оу, щит. Классная тема. Пульт, дерево. It could not be opened on this side. Кто-то напевает что-то. Будем петь. Motherfucker. А? Математика. Оу. Да? Так, ладно, сейчас. Слово оружие. Так.
Вот ракетницу прокачиваем, конечно. Ракетница имба просто. Пара пипом, пипом. А, подожди, сюда. Хотя сначала так он... Только заметил. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Hey, Alan. Здорово. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. Yeah, Ну, что-то еще. Так. Новая запись. Дуэр пропал в 1987 году. Сколько ему лет? Он совсем не состарился. В чем секрет его долголетия? Он не человек, инопланетянин, маг. Дядя Фрэнк тут разобрался, но он мертв. Не настоящее имя, псевдоним со скрытым смыслом. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Door went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Door living in town or anywhere. Another dead end. So Deerfest is still a thing. Oh yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. Да. Почему-то, кстати, вот этот день оленя всегда является какой-то датой такой. Я легко могу представить, как однажды Майки отдадут Remedy права на Quantum Break и те впишут серию в единую вселенную, как это было с Асаланом в 2019. Ну, на самом деле, надо бы им это сделать. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. Вообще, Сэм Лейк же изначально хотел это сделать. Сделать так, чтобы история Quantum Break и Алана Вейка, они, ну,
были вплетены. В одну историю. Так. Хочешь прикол? Да. Ну и, кстати, вот почему этого не случилось, потому что Microsoft запретили это делать. Они сказали, типа, мы хотим самостоятельную игру, ба-ба-ба. Никаких Alan Wake. Нашей истории не должно быть. Mirror Peak. Горы из Bright Falls. Quantum Break на доске посвящен Малому Лейку. Есть такие надписи Departure или то. Да, есть такие, ага. Есть такой момент. Там между ними инициация. Давно, да. Давно это происходит. Там их давным-давно уже планирует всю эту тему. I could use that shotgun. Да, 7 лет назад, целых 7 лет назад. Блин, да ладно, у меня нет места, блин. Болинский. Так, чё делать? The bar menu caught my eye. Шотка. Но придется выкинуть аптечку. Да, вот такой вот я. Ты, блядь, занимаешь 4 ячейки. Ты конченый, что ли? Охереть, он здоровый. О, патронов-то, конечно. Ну все. Блин, ты чё, мудак, что ли? Ядрить. А, мадапака. Все. Конечно. Вот к чему цифры-то были. Так, ладно.
25-50, по-моему. Ocean View Hotel. Ocean View Hotel. Да. Мощно. Night Springs, closed case. А, Томас Зейн, лол. Мазарена забазария. Шесть, 5. Да уж, промахнуться нельзя. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Play me. Окей. Ocean View. Ну, вообще, кстати, у меня появилась такая мысль о том, что, с одной стороны, хорошо, что Microsoft запретили. Чё, блин? Вписывать Алана Вейка в Quantum Break, иначе бы не появился контрол. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing. Am I Это типа standing Томас still, Зейн, да? or running, or kneeling? Один тот же актер играет 3 персонажей. You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Да, Томас Зейн. To the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? You always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, in this room, in this room. I don't hit her, I did not. Oh, hello, Max. Блять, что вы делаете, пацаны? Что за что? Забалдеть решили. It's
must return, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. So, yes. Danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches. Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Who pulls shit? Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Так, ну-ка я еще подойду. The word through whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can it get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel.
The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Mm-hmm. Проснулся, да? Ого. Да, вот теперь нормально. Ох, найс. Ха. На что он рассчитывал? Зачем? Я выключил. Ну да, но, блин. Игра и так лагает, как хрень не знаешь что. Ну, со стримом-то оно не тянет. Мне так кажется. Типа на пару со стримом. Ой, блядь. Не заткнется ведь. Надо включить, да. Давай, средний хотя бы. Ну и... А? Печенье где? Какие печенье? Хочешь печенье, да? Да завтра куплю. Да, в контроле были прикольные. Да и здесь крутые на самом деле. Remedy хорошо с движком работает. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the... А, погоди. В вестибюле все-таки что-то происходит. The plot board was empty again. Бля, как все изменилось. Угу. Хитрить лагает. Layers upon layers. A play by a murder cult, infiltrated by a real murder cult.
Кончи реклама. О, сразу полегчало. Фух, как будто выдохнул, блин. Вот эти вот пени, они больше всего как будто бы вызывают лаги. Именно они. I couldn't get in. I was missing something. Кто один? Bottleneck у процессора. Понял. The plot board was empty again. Эй, what the fuck? Я как будто бы мог пробежать в какой-то момент. Финал. The plot board was empty again. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troupe were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Понимаю. Вот и она. Блин, что-то в этой ванной должно произойти. Тут должен лежать труп или что-то в этом роде, не знаю. What the fuck? Так, пацаны. Ибо нехер. В смысле? Я уж подумал, как в этом. Как в Dark Souls, просто взяли и возродились новые чуваки, когда я сохранился. Но это не так. О, Night Springs. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town. Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre,
terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Orr, and I will see you soon in Night Springs. Night Springs. Слово войны. Так, круто. Слово света. Вот это. Так. Проверил. Мне странная перезарядка, конечно, если так задуматься. По идее, я теряю все патроны уже при этой перезарядке. This is where they gathered before the play. This is where it began. Репетиционный зал, окей. Так. The plot board was empty again. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. Подруга. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. А что в этой игре делает Will.i.am? Из Black The Eyed Peas. plot board was empty again. Оу. Прыги широкие. А, здорово. Ёлы-палы.
Так, пойдем сюда. It was locked from the other side. 206 закрыт. Чего? Блин, Дарлинг. Какая-то странная тема вообще с этим, кстати, с умершими людьми. Вот в этой вселенной. То есть они как бы умирают, но не до конца. В том плане, что они, ну, сознательно еще где-то существуют. I needed to find the key. Опачки. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Кто первый? Найс. Так. Пока пускай так. Сейчас сначала осмотримся, не меняя сюжета. А, подожди, что? Стрелочки. Слово предметов. Так, намечает на карте Уики все ближе. Ага, так, он увеличит. Ага, так, удовольняет один заряд фонарика. Ну, давай вот это. Так. Ритуал перешел. Опа. Опа. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the woods urban horror. Угу. Так, расписание. Репетиция в комнате 219-202. Окей. И чтоб постраньше. Чтоб постраньше. Такое слово есть вообще постраньше? Постраньше. Так, окей. The plot board was empty again. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. You got here. I said you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself.
Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. The plot board was empty again. This was something like a horror story, but I had to keep going. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В своей комнате он причиняет ей боль. Ядрить. Типа он всех актеров замочил. Справились. Лежать. Охереть можно, сколько тут пыли. Окей. О. Найс. 209. Отлично. Та-та-та-та-та. Как так? Как так? Интерактивность будет DLC, наверное. Да, DLC все исправят, да? Так. Привет. Holy shit, bro. Murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Holy shit, bro. Так. Ядрить тут, конечно. Что творилось? The plot board was empty again.
108. Ладно, давай. The plot board was empty again. Ага, оно. Не беспокоить, не беспокоить, не беспокоить. Может, нам реально не стоит беспокоить? Предедра. Не, я не в Тае. The devil walked through the hotel, dragging the whole Я в place to hell with him. Якутске. Тут такая сухость просто безумная. У меня нос сразу же пошел в трещинах весь болит, вся херня. Break. Так, призраки. Was empty again. О. Так. Этих не обязательно убивать, или они все... Не все... Ну, они все агрессивны, но некоторые не наносят урон, просто толкают нас, типа швыряют нас, а некоторые с оружием бьют нас с помощью чего-либо. The plot board was empty again. The spread would create something terrible in the city. Почки. The devil's path up the staircase was draped in blood. Опачки. Ох ты, нихера патронов. 26 стало. Блин. Жесть, все мертвые, конечно. Так. Бля, что это? Так. Ах, вашу мать! Ну-ка! Не режь! Пошел отсюда. Ух. Видали? Сражался как лев. И выиграл. Всё, подключился. Блин, как же вот именно в этом месте лагает безумно. Так, ключик есть. Есть. Очень сильно отличается. Не, правда отличается. В первой части ты херачился все время просто. Здесь вот именно череда сражений и повествования сюжета, оно более грамотно поставлено. Это раз. Во-вторых, больше survival хорроров сделали. Ограниченный инвентарь, ограниченные боеприпасы, какая-то сносная более-менее прокачка. Нападает Даргана были. Дарсин. Так, ага. Хорошо, что не... Да. Survival — это реально крутой жанр. И хорошо, что они упоролись по этой теме более.
Ну, напрашивалось вообще, что Alan Wake был survival хоррором, нежели чем боевичком, которым он был в первой части. Ну, как боевичком. Такой. Не знаю даже, как описать. Больше экшеном какой-то был такой. О. Я, Корбо, дерсин. Архану Курамбага турник. Упал квартет. На меня нападает дорогой пепел. Тугой посмотри. Toch нет. Это телефоны бердим батта. Подождите. Я что-то где-то перепутал. А, ну давайте сюда пойдем. Здесь я не был. Да. Тут случилось некоторое дерьмо. А, окей. Снизу сверху нас смотрит. Экшен ставят на месте. Да, он таким был, типа. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Да, ну и тема. А кто-нибудь подобной хренью упарывался в реальной жизни? Ну так, что какая-то пьеса, и актеры все ну, там такие, совершали какой-то ритуал, и один актер главный, который играет дьявола, типа скажем. Действовал по своему сюжету, и остальные не могли знать, какой у него сюжет. А, он. Ладно. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an Ну, типа того, да. Дьявол увлекся и всех захерачил. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns
turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Apotheos. Motherfucker! Oh shit! Беги, сука, беги! А, блядь! Беги назад! Ублюдки вонючие. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Черт бы драл эту темную сущность. А? Хлеб-то кончился, да? Сейчас подойду. Papa. Только посмотри.
Ботинка лах, наш сын встретил. Пацаны захватили. А где вообще Алан? В первой части он вроде остался в темной обители. Но во второй он вышел. Но непонятно пока. Видимо, сюжетный клиффхенгер заключается в том, что на самом деле он все еще здесь в темной обители. Просто, короче, по сюжету Алан Вейк как будто бы вышел из темной обители. Но Сага встречает его. И он как будто бы, ну, реально Алан Вейк. Но с другой стороны, он как будто бы не он. Ну, вопросов много возникает, походу. Складывается такое ощущение, что на самом деле да, так что, возможно, сейчас в реальном мире находится его двойник, а не Алан Вейк. Мистер Скретч там. And soul of fraternity, the club, the word, our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job, a junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Ножик. Ну и сейчас по сюжету Алана Уэйка схватили ребята из ФБК, Федерального бюро контроля. Прикинь. Plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. Остерегайся остановшей леди. Опа, опа, опа. Ничего себе. Тихо. Застряли на берегу между лесом и океаном. Сова и олень на бегу. В отражении застыли туманным. В своей комнате он причинит ей боль. В ее комнате он попадется. Его историю не спасет и пароль. Ее же только начнется. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Один в один в ванной из фильма «Сияние», блядь. Сука, один в один просто. Да, это же... Да, ванна из «Сияния» Стивена Кинга. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Or are I still trapped? I have the clicker. We can feel it.
You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Sonia Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Снова вернуться туда. Понял. Попьёт. Давай. Давай. Погоди. The plot board was empty again. I needed a new draft. А, мать твою. А как я выбрался к тем другим местам? А, вот отсюда. Ага, так. А, окей. О, неплохо. Тигрунка, привет. Да, у нас темпер уже такой. До 30 минут доходило. Прям, ну, относительно недавно. И сейчас, по-моему, держится такая температура. Не курортный у нас городок. Не курорт. Да, я, кстати, об этом много думал. В одно время я думал по такой теме. Посещали мне такие мысли и идеи. Топор. Ну, вот единственное, что меня останавливало от таких вот, ну, приколов, это, ну, мне была лень. Максимально лень. Вытаскивать ком на балкон и так далее.
Так. Ну, в одно время я прям думал. А действительно, а почему бы мне не вытащить комп туда? Это же такая офигенная идея. The plot board was empty again. The dirty cops would make sure none of this would be traced back to their diabolical masters hiding in the dark. Продажные копичи. Если что, извиняюсь за шум. Это мои дети. У меня их трое. Но, судя по звукам, может показаться, что их у меня 5, но их 2 на данный момент сейчас здесь в комнате. Они... О. За кошкой гоняются, которая у меня сейчас вот на кресле валяется. Так. The plot board was empty again. I needed a new draft. No. Yep. Look, I've Здорово. never been to New York, but I can tell you that this ain't it. Hello. Гостиница Ocean View. Так, точки интереса. Второй этаж вестибюля. Там что-то происходит. Так, так. Исследование вестибюля. Там тоже что-то есть. Сюда надо. Да что тебе надо? Уйди, а? Так. Женщина с рыжими волосами. Связь с Дуэйром. Я ее не знаю, но откуда. А, я ее знаю, но откуда. Она сменила личность. Связь с многогранниками. Она придет за мной. Вопрос. I heard you humming. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I heard it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. Yeah. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. It's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Это хордамен или хордамен? Это... Это кыгырар? Инне. Насар дугутти олиген. Коскат. Дир. Патрыкыр бэм дир. Так, погодите. Погоди, что за шум? Нет. Погоди-ка. Так-то.
Блин. А, вот дверь. Блин, найти его не мог. А. The plot board was empty again. Ah, motherfucker. Погоди, а где я нахожусь? Ха. Ха. Так, погоди, тогда именно оттуда как-то надо забрать слово сила. Блин, я походу топ-флок словил. Баг, ребята. Я не могу выбраться. Да, я походу... закрыл себя. Пипец. Окей. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А, подожди, нет. Мне же надо обратно наоборот. Так, украсить город. The plot board
was empty again. Суранер, Барнер, уйдите. Так, я тут. Ранее остаться в живых. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Ой. Маленькие дети там немного бунтуют, не хотят убираться. Ой. Коридорчик. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Они сбросили все в переулок, они говорили. Доказательства.
А, окей. Ничего. А. Слово ремонта. Слово ремонта. Ну, максимум здоровья, конечно. Система прокачки здесь как тест на дурачка. Водиться. АВ. Дополнение контроль. Там Зейн больше не звонит. О, смотри-ка. Приколдес. Ага. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave. An echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Может, в этот переулок? Они сбросили доказательства переулок же. Но его тут нет. Окей. Ладно. Previously on Lost. Пошли в Тауэр. Хотя погоди. Scratch was closing in, gaining control. I couldn't let him escape the dark place. I had to keep him from Alice. Taking control. Нормально. Патроны, боеприпасы на месте. Oh shit! Oh shit! Darling, it's not me, it's Mr. Scratch. Alice had turned the bathroom into a dark room. О, это же я только что. Правда, вот это вот. Это мертвый Алмойкель валяется или Scratch, хер пойми.
Дорогая, я дома. Это уже другая квартира? Или что? Так, давайте с самого старого, 2 года назад. Привет из Голливуда. Пишет Барри Уиллер, это друг Алана Уэйка. Привет, Элис. В Голливуде я не в своей тарелке, даже в глуши Тихоокеанского северо-запада мне и то было комфортнее. Все эти япи с белоснежными зубами, фальшивые до мозга костей, ведут себя так, как будто все просто зашибись, даже когда дела совсем не клеятся. От всех этих встреч с продюсерами меня буквально мутит. Но выбора у меня нет, надо позаботиться о наследии Алла. Здесь все хотят захапать права на книги о Кейси. И у всех совершенно идиотские идеи о том, как их экранизировать. Мой долг отвадить эти стадо загорелых зомби, чтобы они не загадили оригинал своими понятиями о хорошем вкусе. Прекрасно представляю себе, как Алла бы взбесила экранизация, расходящаяся с его творческими видениями. Уж что, а беситься он умел, когда был серьезный повод. В конце концов, в том числе за это мы его и полюбили, правда? И любили, правда? Ладно, мне тут опять звонит. Будем обсуждать актеров. Твой друг Барри. Так, опять Барри пишет. Привет, Элис, ты наверняка решишь, что меня подменили, но я вступил в секту и очень доволен. Что? Шучу, это не секта, конечно. Не религиозная, но, по крайней мере, оздоровительный центр счастья и благополучия. Работать с Салом и Андерсоном временами было непросто, но с этими киношниками вообще свихнуться можно. У меня буквально ехала крыша, а потом мне рассказали о оздоровительном центре. Лучшее решение в моей жизни, основа полон сил. Ну и да, со здоровьем все отлично. Чувак, заправляющий этим местечком, Честер, прямо настоящий кудесник и совсем не псих. Знаю, ты сейчас думаешь, что несу какую-то хрень, но я реально скинул столько веса, что ты бы меня просто не узнал. Честер говорит мне, мне повезло, что я сейчас у них, потому что в Нью-Йорке меня поджидала беда, и я ему верю. После всех событий мне было хреновато, а тут еще и эти козлы из ФБК ко мне прицепились. Тут любую теорию заговора поверишь. Надеюсь, у тебя все хорошо. Буду рад, если заглянешь в гости на западном побережье совсем не так паршиво, как мне казалось раньше. Твой друг Барри. Снова Барри пишет? Видимо, все письма, да, все письма от Барри. Так, 2022 год. Привет, Элис, как ты там? Давненько от тебя ничего не слышно, надеюсь, у тебя все нормально. Я тут даже на минутку присесть не могу. Сплошные деловые встречи. Скажу как есть. Подумывают забить на ланч и начать писать в кружку. Ума не приложу, как все эти типы умудряются снимать кино. Они же все время проводят на встречах. Твой друг Барри. Привет, Элис. Тервятники никак не успокоятся. Теперь они хотят взять личную историю Аллы и сделать на ее основе фильм или сериал. Плюс еще и гребаную игру. Ты подумай, а? Я сказал, пусть идут нахрен. И еще, хочу, чтобы ты узнала это от меня. Некая Тэмми Букер, работающая в жанре криминальной документалистики, пишет книгу об Алле. Я вышел на ее издателя и пригрозил судом. Не волнуйся, я с ней разберусь. Твой друг Барри. Так, привет, Элис. Просто пишу спросить, как ты там. Звонил тебе, но ты не ответила. Наверное, ушла с головой в творчество. Понимаю, когда творческие личности что-то создают, для них мир вокруг перестает существовать. Если вдруг ты решишь перезвонить, а я не отвечу, значит, я занят с продюсерскими делами. Хотя, черт его знает, чем должны заниматься продюсером. Чуть не забыл, если тебе нужна помощь с организацией выставки, дай знать. Твой друг Барри. Эх, Барри. Да, молодец он. Пишет. Не забывает о друзьях наших. Часть первая, глубина. Любовь — это слабость. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I
couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. Окей. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Возвращение. Слабость это Кларики? I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Ну, потихоньку надо двигаться вперед, как будто. Поиски. Clarity is purpose. Чистота — это предназначение, что-то там вроде. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. Реализация, осознание, скорее всего, предназначение силы. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite. Смотрите, у нее лампа опять мигает. I need to prove those faces are really there. Темная обитель. Извините. The full manuscript of a novel. Oh. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. No!
Блять. Получается, Алана Вейка ёбнули в темной обители. Мистер Скретч просто пришел и ушатал его. Пиздос? Stop me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Маски. Так, ну чё? А? Так, окей. Сага Эндерсон. А, блядь! Сука. А, это не волки, это крысы просто. Что-то вообще не ауф, я вам скажу. Что-то не ауф. Вот и все. More of those kids' lunchboxes.
Так, подожди. Где я, бля? Мадафак. Это Брайт Фоллс. А я уже думал, это где-то у озера Колдрон. Ни хрена себе. Особняк. Torrin Odin claimed to be my family. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Так, ну я немного не туда пошел. Не, конечно, мне сюда, но... Я пропустил ящичек. Блин, надо бы отвыкать так играть, наверное, да? Так мне стоит играть, наверное, когда я один. Вне стрима играю. Но проблема в том, что я играю только на стриме. Вне стрима я вообще не играю. Да. Так, подожди. Здесь, скорее всего, будет детский стишок, да? О, схрон. О, это легкое. Пульт дерева все видит. А вот нет, ни хера не видит. There's a rhyme over here. Дочь, прошу, не утони. Сидели, наблюдали. Ох уж эти ребята из ФБК. Так, ну... Ребенок... Мать. Мать. Keep trying. Мать. Ugh. No. Huh. Угу. Вот это. Вот это.
Дерьмо. Ну, это найс. О, ружье. Так. Угу. Ублюдки. Так. Ё-моё, этих чашек у меня прям вообще до хера. Привет, Марти Макфлай. Но они теперь разные. Тут разные виды. Тут даже волки есть. Разные виды темных сущностей. Не просто реднеки с топорами. Теперь реднеки с топорами. Здоровые реднеки с молотами. И шустрые реднеки с двумя топорами, серпами или с каким-нибудь другим говном. Такие дела. Такие дела. А, ну еще волки, конечно. Волки такие кусачие твари. Любят очень не обходить со стороны. Если два волка на тебя нападут, то это уже, ну, может превратиться в сложный файт довольно-таки. Игра стала такой, прям больше survival horror. И это прям очень зашибенно. Так, ну-ка прокачаем. Нифига себе, 22.
Так, 2 снаряда давай. Saga realized the crossbow could hold 2 shots at the same time. Had she just not noticed before? Or had the weapon changed somehow? Like in a dream? Ну-ка. Это улучшение, если что было. Да, ты посмотри. Да, арбалет стал вообще другой. Ну, типа... У него теперь 2 тетивы. Класс, класс. Забавно. Не лагай, не тормози. По-моему, это был ваншот. Да, и Лутецкий оставил. Мясом просто. Так, пистолетыч. Ох ты, сука! Блин, ублюдок. Не тормози, сука! Господи. О, привет, краска. Не слишком гиперактивный, да, согласен. Да, Константин, успокойся. Сколько можно писать мне по этому поводу? Я сказал нет, 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 нет. У тебя там безумно высокие деньги были, а я человек бедный. Я только устроился на работу, еще даже первую зарплату не получал. Ты о чем? Ты мои деньги пока не увидишь. По крайней мере, вот на самом деле можно было бы об этом еще подумать, если бы я видел какой-то другой результат твоей работы. Ну, то есть, верить на слово так. Довольно-таки рискованно. Блин, как же в этом месте лагает безумно в этом... О, что? Капец, я как блаженный был только что. Меня осветило светом. Озарило светом. Да, освещение в этой локации прям какое-то мега странное. Ты смотри. А что такие статоры? Просто неравномерно нагружены, оптимизация хромает, ядерное солнце. О, сука! Стоять, тварина! Ща. На, блин, ублюдок. Ушел. Да что за флеш? Да. Молодец, Сага.
Там себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится, да? Да. Я что-то бросил Alan Wake, слишком душно, из Алана играть как-то. Ну, нормально. Не, нормально. Я понимаю, ну, типа, люди, скорее всего, душатся из-за того, что там надо творить всякую срань из разряда... Сопоставь события, место преступления, впиши туда, типа, новый сюжет и вся херня, вся херня, вся херня. Но, как по мне, нормально. Типа, это что-то новенькое, по крайней мере, как мне кажется. Они эту тему еще как-то пытались сделать, вписать в первую часть Алана Уэйка в плане в DLC, в американском кошмаре. И, ну вот, довели до ума в этой части. Нормально, на самом деле. То есть одно и то же место, вместо того, чтобы заставлять игрока проходить несколько раз одно и то же место, они просто дают тебе возможность в одном месте сразу просмотреть разные варианты того, как, ну, это место изменилось бы, там, скажем, в одном промежутке времени, в другом и в третьем, типа. Ну, такое, конечно, не всем зайдет. Да, может быть, типа, душно. Не исключено. Но лично мне, типа, окей. Пойдет. Лично мне пойдет. Игра в целом мне нравится. В общем и в целом. Прям окей. Очень хорошая игра. Не понимаю тех моментов, когда игру называют, ну, чрезмерно скучной или что-то в этом роде, но... Не знаю, не знаю. Как по мне, довольно-таки неплохо здесь чередуется темп игры в тех или иных моментах. В том плане, что когда идет спокойные моменты в игре, и когда идет, ну, экшен какой-то. The Floor 12, здорово. Привет, будешь залпом проходить всю игру сейчас? Ну, не знаю, я хотел сейчас, по идее, немного прерваться и пойти играть The Finals, но чё-то без понятия. Игра не отпускает. Хочется продолжить. А что ты, типа, так говоришь, как будто бы уже скоро финал? Не, просто ладно, там сел играть и чередуешь переписывая историю в настоящем, а не в голове у Уэйка. Не-не-не, тут прикол-то в том, что это не так работает. Тут, короче, как? Тут сделан следующим образом. Ты играешь за сагу первый раз, и в конце ее, типа, ну, первой главы ты встречаешь Алана Уэйка, который выбрался из темной обители. И далее, по мере того, как ты проходишь за Алана Уэйка и за сагу, напрашивается вопрос. А точно ли вышел Алан Уэйк? Или все-таки это его злой двойник вышел? Типа. Как бы тут такие моменты. Не все так лучезарно. The Floor 12, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Поэтому, чтобы прийти к этому ответу, ты играешь за Алана Уэйка. Ты играешь за Алана Уэйка, и типа ты такой, воу, нихера себе. Походу-то пиздец. Ну сейчас, короче, когда я играл за Алана Уэйка во второй раз, я чередую типа сага, Алан. Сейчас у меня вот третья игра уже за сагу. Во второй игре за Алана там выясняется, что Алан Уэйк все-таки дошел до рукописи Возвращения.
до его полного издания. Он прочитал его, охуел и понял, что его написал не он, а этот злой двойник Scratch. И он такой все это время, долгое время сидел и переписывал историю. Но беда в том, что он не успел. Вот, например, эта страница, видишь, она чистая, она не отредактированная. Это, вот эту страницу написал мистер Scratch. Это злой двойник написал уже. И тут написано: Сага знала, что идет прямо в ловушку, читала об этом. Но увидев гиганта, она поняла, что к такому не готова. Логан утонул из-за тебя. Оружие, зажатое в руке здоровяка, могло расколоть ей череп, как скорлупу яйца. Мозги растекутся, как желток. Все, что она любила, потеряно. Все, чем она была, твой разум сожрут, а мы посмотрим. Читать об этом было мерзко, а когда она столкнулась с гигантом лицом к лицу, ее обуял страх. Здесь в Уотере пряталась еще одна складка. Ключом служила карнавальная колесница. Маллиган, Торнтон уже ушли оттуда, взяли с собой шелпунчик, поручили этому чудовищу разобраться с ним. А, подожди, ну это я читал. История дома престолов. Founded in 2014 for Odin and Tor Anderson of the Old Gods of Asgard fame. For their twilight years. Built after the Return comeback tour. Flip-flop to be their farewell tour. Cut short. Cancelled. As their agent, Barry Wheeler had managed to coax a few hit songs out of them before that. Balance Lays the Demon. Couple of others. The old men rocked like their namesakes. The backstage parties got out of hand. The air was thick with smoke. Wheeler squinted. His migraine flared, booze and drugs. A rock and roll cliche. They ran off after every gig. Wheeler had security track them down to the craziest after parties. Вот это уже написал Алан Уэйк. Вручную. Так. Ёб твою мать. Так, давайте пока в дом не зайдем. Смотримся вокруг. Vote Mayor Setter to sit in office. Действия Алана и Саги не пересекаются физически. Ну, на самом деле пересекаются в том плане, что действия Саги помогают Алану, типа, а действия Алана в какой-то мере тоже помогают Саге. В том плане, что конкретно Алан очень сильно помогает Саге. В том плане, что он переписывает историю все-таки. То есть, если бы не Алан, то, скорее всего, дочь Саги давно была бы мертва. То есть, вот этот момент именно с тем, что дочь Саги умерла, Логан, оно бы давно уже было бы, ну, реальностью. А сейчас из-за того, что Алан все это дерьмо переписал, изменил и дал возможность спасти дочь, оно не реализовано. Оно где-то вот, ну, находится в таком зависшем состоянии. То есть, как бы и все живущие в Брайт-Фоллсе и здешние люди, типа, говорят то, что знают Сагу, вот главную героиню, ее дочь, типа, ну и вообще все соболезнуют ей, говорят то, что «Едрить, ты приехала сюда, охереть, а я уже думал, не приедешь, у тебя тут же дочь утонула». Типа в этом духе соболезнуют. Ну и как бы такая тема. А куда делся персонаж Сэма Лейка? Не помню имя, напарник Саги. Тоже непонятно. Скорее всего, то есть я этого пока не знаю. Тут прикол в чем? Скорее всего, Алан Вейк его тоже пытается спасти. Потому что он в курсе того, что его должны убить. В «Темной обители» там случается та же самая сюжетная тема. То, что Алекс Кейси умирает в переулке. Его убивает монстр. Или что-то в этом роде. Там стреляет в желудок. Ну, скорее всего, это, ну, как это было вот во второй игре за Алана Вейка. Алан Вейк убивает Алекса Кейси. Но не он сам, а его темная сущность, как бы.
То есть Алан Уэйк и Мистер Скретч не живут по отдельности в разных телах, а в одном теле, походу, не существуют. Поэтому прикол в чем? Прикол в том, что, скорее всего, это я только что понял, что Алан Уэйк-то на самом деле, конечно же, походу выбрался из темной обители, но вместе с ним и в его теле же Скретч, потому что та хрень, которая произошла в этом штаб-квартире временной, где находился Алекс Кейси и Алан Уэйк, когда на них напали культисты. Алан Уэйк же проснулся весь в крови, и вокруг лежали мертвые культисты. Это, видать, сделал Мистер Скретч в один момент какой-то. А Алекс Кейси... Непонятно. Его нет, он исчез. Скорее всего, мы его встретим в следующей игре за Алана Уэйка в темной обители. Скорее всего. Старые боги. Just getting the... Oh, Saga? What's up? Hello, Rose. Thought I'd swing by. Rose. Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, you know, tidying the I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. I was just on the phone with Tor. He invited me over. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Ну, это работница дома престарелых. Old gods of Asgard. So Odin and Tor had a band and everything. Еще один момент. Я не до конца прошел контроль и не понял, как бюро, точнее, Уэйк и Брайт Фоллс связаны в общую канву сюжета. А еще Перси с Квантом Брейка. Ну, тут хитро они поступили немного. Короче, после событий 2010 года, когда Алан Уэйк остался в темной обители, он долгое время пытался понять, как выбраться из темной обители. И решил таки воспользоваться силой озера Колдрон, темной обители, так, чтобы с помощью своей истории, писанины, он выбрался в реальность. Он предпринял первые попытки это сделать в DLC первой игры «Кошмары», «Американский кошмар». Там он пытался найти пределы своих возможностей в плане того, как он может изменять реальность из темной обители. И он, в принципе, смог. Он понял, что дохуя может сделать на самом деле. Из темной обители он смог повлиять на всякие разные вещи. Ща, подожди. Реклама. Oh shit, this coffee is shit. Yako, did you just drink a regular brand coffee? Oh, I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Реклама кофея. Hey, what's that sound? Погодите, как-то херово тут все. Мне нужен телек. Я хочу в телеке посмотреть это. Там звук запаздывал. Hello, Yako. Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A
perfect morning for me to drink this coffee out home. Oh shit, this coffee is shit. Yako, did you just drink a regular brand coffee? Oh, I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Да, что-то звук иногда тут в этой игре запаздывает из-за лагов. Oh dear. Че за дерьмо? Прям перед ними так. Улучшает зрение и потенцию, еще будет внутреннее зрение. Блин. Ну ладно. О! А, ну так на чем я остановился? На чем я остановился? Восхождение Уэйка. Вышедший из пера Алана Уэйка криминальные романы стали настоящей сенсацией. Листайте историю жизни знаменитого автора вместе с нами. Журнал Forbes, как популярность наших книг изменила вашу жизнь. От интервью разным журналам теперь не отвертишься. В основном все по-старому. Вы такой остроумный. Впрочем, для писателя это необходимое качество, наверное. Как же вы поддерживаете остроту ума и пера? Писательство – дело одинокое. Работаю я в пустой комнате наедине с рукописью. Только так я могу посовладать с историей, забраться в голову персонажей. Тяжело должна быть работа, но при этом у вас остается уйма энергии для вечеринок. Говорят, вы большой любитель нью-йоркских клубов. Посоветуете какую-нибудь? Лучше вернемся к теме моего творчества. Без проблем. Хотя наши читатели определенно были бы рады узнать, где субботним вечерком можно столкнуться с самым успешным современным писателем Нью-Йорка. Работаете над новой книгой? Да, в некотором роде я всегда работаю над новой историей. На сей раз я решил испробовать иной подход. Я хочу отойти от моего привычного стиля, создать что-то по-настоящему новое. Рискуете. Читатели часто отвергают новое. А какую роль в вашем творческом процессе играет прекрасная Элис Уэйк? Она ваша муза? Элис поддерживает меня от падения в бездну на якорь, не позволяющий волнам унести меня в открытое море. Писатель плохиш. Ага. Клубняк. Любит потусить. Где же Алан Уэйк? Да, вот в DLC про американский кошмар, там происходят события уже спустя какое-то время после исчезновения Алана Уэйка. И там его жена ищет способы... Точнее, не то, что... Его жена там, короче, жестко оплакивает Алана Уэйка. И в какой-то момент там случается такая тема, то, что они дают добро на снятие документального фильма про Алана Уэйка, или что-то в этом роде, об его исчезновении. И Алан Уэйк пишет об этом историю, и он переписывает сюжет фильма таким образом, чтобы он в конце встретился со своей женой. Что-то в этом роде, какая-то такая тема была. Просто давно уже это было, и не помню толком, как это было. Но факт в том, что Алан Уэйк изменил реальность так, чтобы в фильме он в конце воссоединился со своей женой. Что-то в этом роде. I'm headed back to the sauna with Artie. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Tor and Odin are here somewhere. Need to find them. That's some fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit?
I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. Так, мне продолжать рассказывать или как? Есть кто-нибудь? А то я опять, блин, увлекся рассказами и остался один наедине с собой. О, ах ты. And you know Mr. Blum doesn't like it when you take his work clothes. Why don't you go pick a song from the jukebox? Yes, box, Holy Ray. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Oh, kyllä näin on. Нужна карточка. Hello there. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals. Perkele Vikings. Perkele. Perkele. Приятель Перкеле. Were you in the band? Minäkö? Oh no. Perkele saatana, en ollut en. Perkele Not so saatana. much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. The poet came down to the lake to call out to his dear. Rain is coming down from the east. Sorry, Saga. That area is for staff only. Угу. Хорошо, что она не бежит ко мне и останавливать меня. That's a good deer. Осталось 6, да? Охереть, тут у меня много этих фаеров. Very old. The I shouldn't government built interrupt a him. bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa, they call it. Ironically, I believe. They go there to enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Ridiculous. The future is... So, the teens would drink there, do other stuff that isn't appropriate content for you listeners at home,
but the bunker has a tendency to flood, especially during the winter. In the 90s, a group of teens went down there one Saturday night and got a little drunker than usual. The teens noticed one girl, Nora Hesberg, was missing. They figured she just went home. When Nora's folks didn't find her in her bed the next morning, they called the police. Так. Тефло Ор-12 активировал награду О. за 100. Ты тут. Так, сейчас. Перкеле. The authorities, they searched the bunker and found poor Nora floating in one of the flooded passages. She had a real talent for music. Folks say they still hear her singing in the nursing home. Старый стример. Nowadays, teens think the bunker is haunted. That doesn't stop them from going there. The police have tried to lock it up, but you know young people, they're persistent. Now, as for myself, an impartial journalist, I have lived here at the Valhalla Nursing Home for 5 years, and in that time I have never heard Nora's singing. Just the humming of a certain neighbor of mine who has an inexplicable love for Finnish tango. Что, ты закончил? Закончил, да? Ладно. Им базарить даже нельзя. Так. This is Tor's room. Да, побуянил он тут знатно. More Разбил moonshine. самогон. Was this a drunken rampage? This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. А как вообще они могут бухать? Excuse me, miss, Huh? but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? I thought not. Sorry. Don't mind me. And now Я просто граблю вас. Все хорошо. Расслабьтесь. Все, до свидания. Odin's in bad shape. He was drunk and watery. Or is this something more serious? Can you hear me, Odin? Допрос. Odin Addison? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? He's in no shape to talk. Так. Досье. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening?
It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. Фига, у него зрачок You can большой. save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. Блин, он одержимый, что ли? Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. No. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. Угу. That woman in the painting looks like Mom. Huh. Was I born here? Or is this more of the story? Фирма Андерсон 1989. Интересно. Однако. Too many hands. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Блять, ёбаный в рот. She's one of them. There must be an overlap here somewhere. Твою мать, я уж думал, ну... Да, ладно. Окей.
Норман. Так, вневременные загадки. Анташабман Табири. Не забыть, хочешь что-то спрятать, придумай загадку. Действует лучше любого замка. Бобро пожаловать. Рис Вотс. 250 каламбобров, от которых собеседник срубит как дерево для плотины. Блин, я бы хотел такую книгу. Забавно. Каламбобры. Ок. Мэнди Мэй. Окей. Походу, Мэнди Мэй как раз таки вот меня и напугала. Пизда старая. Так. Комната Уэйка. 306. Getting in is forbidden. For Эти your own хорош. safety. Time is long for those who wait. But in the end, stand the thanks. Sheesh, didn't see you there. Ахти? Комната Ахти? Чего, блин? В смысле? What the fuck? I don't have the key. Синтия. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Andy May, you can't say stuff like that. I thought Artie put on a wonderful performance this afternoon. But you're always calling him a crazy fit. I respect the art, Norman. Окей. Погодите, я тут был же. Так, где была комната с кофеем? Вернулся, смотри. Norman, put some clothes on. What if that towel slipped? No one wants to see You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. Mm-hmm. It's useless. I need to stop the story. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing.
The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. What's in the wellness center? Oh, that's where we provide our health services to the residents. We have a rehab facility, dining area, and beds for special round-the-clock care. To stay young, stay limber. Значит, Тор там, да? В зрительном центре. Norman, put some clothes on. What if that towel slipped? No one wants to see your meat basket. Not until I've got more Sonic. Так. Это он, да? Да, зрительный центр, вот он. Закрыто. Блин. Надо как-то туда добраться. Надо найти ключ. А тут у нас тоже закрыто, да, был? Ну да, болторез нужен. Опа. Угу. Найс баг словил. Так. Опять у меня этих фаеров до хера. Болтать он не хочет, да? Он уснул, что ли? Так, короче, надо, походу, все-таки доску заюзать. Tor and Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Tor is not okay. Something is definitely going on here.
Культисты пытались убить Алана Вейка. Так. Щелкунчик. That's it. О, господи, каких много. Ёпта, сколько этих кукол? Господи, как много всего. Так, окей. Breakfast is at 7. Tomorrow will be eggs, toast, grapefruit, orange juice, tea. 11. Tomorrow is borscht with oyster crackers. The other choice is stewed beef. I will have borscht. Борщ. Cranberry juice or water is served as well. Service stops at 12:30. У меня вот эта мотивация. Мощно. Ну, я не понимаю, что мне делать. В том плане, что у меня ключа нет. Пироги. А часы другое время показывают, кстати. Я думал, все часы в этой игре показывают 10 и 10. А? Наушник-то. Надеть на Дарси наушники, да? Это пускай спит, она же спит. Дарси лежит, спит.
need to find the key. Схрон. Склад. Блин, старый, давай поговорим, а? Блин, он реально уснул, типа того. Ладно, нахер, короче, я не знаю, надо уходить отсюда, и очевидно. Я здесь ничего не добьюсь. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. Да, я здесь явно получу болторез. Dark. Empty. Be ready, Saga. Hello? Tor? It's Saga Anderson. По жилам Тора Андерсона текло электричество. Это рок-н-ролл, детка, девка. Это Уивер. Его просто зачаровал. Тор готов был выполнить любое желание. Тор заслужил этого. Хотел этого. Она хотела песню. Он должен был подарить ей песню. А потом стало слишком поздно. Тор раздраженно взмахнул молотом. Вдохновение прошло. Мозг отупел от черной жидкости. Кайф превратился в бэд-трип. Тор попытался сопротивляться. Он силен, удержать его при себе тьма не могла. А вот утопить вполне. Надо было кого-нибудь предупредить. Все повторялось. Том вернулся, почти вернулся. Наверняка не без чьей-то помощи. Братьям оставалось лишь наблюдать. Помешать ему они были уже не в силах. Тор кому-то звонил. Кому-то, кто может помочь. Но имя скользнуло от Тора, тонуло в толще темной воды. Ага. Опа. Tor was here. Мы с Роуз нашли мистера Андерсона на полу у телефона без сознания, на руках ожоги, на голове рана. Было холодно, поэтому мы притащили его сюда. Он всю неделю себя странно вел. Позаботься о нем, он важный пациент. ВБ. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Must be locked from the other side. Рехаб.
Тополя. Ёб твою мать, бабушка страшная. Бабушка, почему ты такая страшная? Бабушка. Типа разговариваю как фин. Бабушка. Перкеле. Сатана. Да, перезарядить дробаш. Хорошая идея. Давай, давай. Нападайте, мрази. Не боюсь я вас. Черти позорные. Всех убью. Один останусь. This door needs a knob. Блин, отстой. A security computer. Security. Так, сейчас подойду.
Владимир Блум. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Лидеры. Понятно. Is he turning into a Taken? Да ё-моё, чё так много? Блин, вот эта тема, конечно, Doesn't немного look right. такое. Вообще не хочется этим заниматься, пускай на само поставится потом. Needs a password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. Блин, пароль шестизначный. Ну, тут никак. Надо искать. До свидания, обычный мужик Влад. Да здравствуй, крутой мужик Влад. Надо купить водки с селедкой и отпраздновать в этом месяце, все изменится. Пришлось забраться дохлым енотом у бункера. Сильно воняло. Вонь плохо сочетается с похмельем. Типичный русский, да? Водка сразу с селедкой. Полнолуние. Блин, чел прям отмечал только полнолуние почему-то. 4, 17, 17, 20, 29, 17, 31. Ну тут придется, да. Ладно, так. Tor left the wellness center. Зараза, что так приносит? Потихоньку подлагивает. Вырубли каналы браузера. Во, сразу. Полегчало. The computer controls the door that Tor went through. Так, пароль компьютера, ну-ка. Связан с датами и с этим. С инициацией, так сказать, да? Tor is being targeted. He needs help. Так, подожди. Это был культ, когда? 15.08. Подожди, что? Day, then month. He uses European formatting.
have what I need to figure out the password. Это я понял. Так, подожди. О, тихо. «15.08», да? 15.08. 23. 15.08. 23. Ну, 17, наверное. 17.08. Да, да. Окей. And the doors are open. Так. Владимир, ты прекрасно понимаешь, как нам нужны Тор и Один. Уж постарайся как следует. Какого черта? Кто-то спрятал дверную ручку от моей комнаты. Ужасно постали стариковские проделки. Стащите ее обратно, я завтра собираюсь на охоту на оленей. Если не откроете, то открою сезон охоты на вас, Блум. Я ручка дверная, которой на месте нет. Подсказки моей разгадает, ищи мой след. Дверь это приразгадай особый секрет. Выйду я клониться в клетке, сделанной из стекла, где прекрасных цветов полно. Ну, очевидно. There's Tor, and he's out of his mind. Need to get to him. Надо бы потом это видео выложить на ютубе. Доберет миллионы просмотров, так сказать. Наверное, так и это вот. Так и поступают служащие всяких разных медучреждений. Ну да, вот. Вот тут был. Опа. Страница. Гейл Бэрроу ставился на рентгеновский снимок грудной клетки, черная дыра притаилась в левом легком. Путь во тьму. Он как будто тонул посреди пустыни, кашлял и кашлял. От кашля, казалось, скручивало не только тело, но и душу. Когда он кашлял, черная дыра увеличивалась. Ему нравилось это ощущение. Его разрывало на части, но ощущение было приятным. Гейл умирал. Черная дыра высасывала из него все, за что стоило держаться. Он представил, что вглядывается в нее, во тьму. Черная дыра ухмыльнулась. Противостоять ее протяжению было невозможно. Он молился ей, приносил ей жертву, писал клятву верности кровью. Жестко. Вспышка гнева. Угу. Окей. Блин, как же тут насрано. И это высокая сложность, если что. Да-да, не удивляйтесь. Так. Ё-моё, как много мне вот этих вот бинтов.
Опа. Что-то. А, подожди. Так у меня же... А, я открыл. Вот так. Фак. Это не баг, это что? А, фак. Не, возможно, изначально это было багом, но потом они такие, блин, да это же настоящий монстр. Сделаем это фич. Умно, да? Поступили, ребята. Возможно, да. Можно было и в нижнюю голову стрелять. Need to catch up with Tor. Так. О, черт, что-то произошло. Варежки, домашние вязки, блокнот с списанным планом питания на каждый день, качественная ручка, антикварная заколка, очень красивая. Обращайтесь к вашей приятельнице Роуз. Угу. Пушка в сейф. Купил чая. Шел к кафетерии патрона на охотничье ружья. Роуз думает, это ты опять забыла. Угу. Окей. О. This must have been Tor's. Я аж подпрыгнул немного. Дерьмо вонючее. Смерть Кощей вьется, да. Ёпаш мать. Похилюсь. Спасибо. Блин, сука, пойди в воду и забери его. Тупая Роуз, блин. Ну, игра тупит очень сильно в некоторых местах. Субтитры то появляются, то исчезают. Точнее, они появляются слишком рано, а потом в моменте, когда, ну, ведется разговор реальный, оно исчезает. Блин, Роуз такая ебанутая сейчас. Угу. Субтитры торопятся, а диалоги на своем месте остаются. Понятное дело. Так, шел 1988 год. Противостояние богов. На утесе, возвышающемся над озером Колдом, грохотал гром. Старые боги столкнулись с чем-то еще более могущественным, чем с чем-то, что трудно описать словами, или что, вероятнее, буйные психи собрались вместе и передались в общей галлюцинации.
Старые боги, корсары ночного моря и темная сущность, которая стремилась встать между ними, которая всегда стояла между ними. Встать между ними. Встанет между ними. Мы тебе поможем, если обещаешь не трогать нашу семью, проревел Тор Андерсон, перекрывая гром. Ладно, а потом все вы станете моими, последовал ответ. Этому не бывать никогда, крикнул Один. Я возьму залог, чтобы вы не забывали о сделке, проговорила тьма. Один упал на колени, по лицу потекла кровь. Молния ударила в место, где стояла темная фигура, и та пропала. Тор бросился к брату. Братан, ты в порядке? А Один ничего не увидел. Левый глаз закрывал повязку, рука закрывала зияющую дыру на месте правого. Один выругался. Ублюдок забрал не тот глаз. Пипец. То есть он заранее уже с повязкой, что ли, пришел, и молния ударила в другой глаз, неприкрытый. Что за дерьмо? Блин, тут кровь, кстати. Игра, кстати, прямолинейно говорит о некоторых вещах. Была подсказка в начале игры, где про карту, и потом подсказка с открытой картой. В экране ставится на паузу, открыл карту и на меню. И на меня сразу напали совпадения. Не думаю. Да. Ну-ка, пойдем к этой тупой Роуз. Еще бы тут найти бы этот болторез. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Я бы ушатал ее. Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, the shelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Синтия Уивер, по-моему, была в первой части, да? Женщина с фонарем. Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! Now I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Saga jabbed the selector on the jukebox. The missing record in its place. Saga couldn't have found it. Да. Она. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of После Asgard пластинка без record. помощи Одина Сага бы ее не нашла. Сага остро ощутила собственную уязвимость и не оказалась готова была наброситься на нее. Тишину нарушил скрип иглы. Песня началась. Один сказал, что эта песня была посвящена Саге и ее матери, попытка деда извиниться. Стариковские причитания, осколки разбитого сердца, тонущие во тьме. По словам Одина, песня поможет понять Тора, найти его. Свет забрежил в окне, выходящем в сад. Там, где Тор
пошел в пруд. Сага знала, что делать. Блин, это не отредактированная страница. Написанная мистером Скретчем по-любому. Блин, старик, прорисовывайся, пожалуйста, ты мыльный, пипец. Ты как будто из Дэнди. О. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Ее мать звали Фрея. Tours like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the Да, museum. они были в первой части. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Все, понял. Понял. Ну их раньше, в первой части, там где музыка играла, где надо было на сцене отбиваться от толпы одержимых. Такое, да. Да, так и называется, ага. Так. Походу на меня нападут. А? О. Is there anyone who didn't show up? A few. Archie, Gil, Cynthia. If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing and Да, one как thing будто бы only. она, но переделанная под дом престарелых. Swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman McDonald what to do. Где поникший писатель. You all Ну да, should он же stay out умер. here a while, until it's safe. Его убиваешь Out of that house. Isn't в it DLC strange that I've контрола. lived in Bright Falls my whole life, and I can't remember this building. The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. А, не, погоди, это другой дом, походу. Они говорят так, как будто это дом Андерсонов. Тора и Одина. Переделанная под... Или как? Что? Я не понял. Не, ну просто в чем прикол? Тот дом, который был в этом... В первой части, он как будто был немного иной совершенно. Один Андерсон заворачивался в постель, все вокруг плыло. Его как будто придавило толще темной воды. Сквозь пелену он разглядел Сагу. Один чувствовал себя бесполезным. Ему хотелось сказать Саге, как она смеялась над забавными рожами, которыми он корчил. Но она была слишком мала, ей не вспомнить. Один любил шутить, что Тор был ее дедушкой, а он все отцом. Воспоминание заставило его улыбнуться. Один Андерсон всегда был добрее. Тору не хватало терпения, он легко взрывался. Братья часто ссорились, но их связь ничто не могло разорвать. А теперь Тор пропал, его затащил во тьму.
Один остро ощущал, что их время истекает. Маленький домик был. Ну, нет. Ну, блин, хз. Вряд ли они просто купили дом побольше. Ну, немного непонятно, да, что это за здание. У Хартман просто, я помню, его вот сраная лечебница, она была здоровой просто, огромной. Она была же просто ядрить какой большой. Уж точно не такой маленький, как это. Андерсонс Муншайн. Блин, я не пойму. Так, подождите. Я же играю на SSD-шнике. У него места хватает. А почему? О, это все читать, это вообще... Ну как бы то ни было, реально остаешь читать. Angus Remorse. This is the one. Да, 32. She will tell me where to find it. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. Его отменили. Ох уж эта сраная культура отмены. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. М2, не помню. Where is Angus Remorse now? He is a young girl in love. A rock and roll twinset. Shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Angus Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many. Просто вставленную материнку. The bathroom frightened her. А что такое шнурок? Short. She screamed. And old folks killed her. М2, значит. SATA кабель. А, охереть, даже такие оперативки есть, которые с SATA кабелью? Да ладно, ядрить, серьезно? Я не знал. Жесть какая. А не, она у меня просто подключена к материнке. Плату. Ну там, где вот гнездо оперативной памяти. Я про диск. А, я что немного охуел, ну типа... Что такие типа оперативные картриджи бывают, что ли, которые... Нет, кабель, да, с помощью SATA кабеля. Не помню, с М2, не М2. Это, наверное, можно проверить как. Не, хз. Я в свойства просто зашел и не могу понять, что это. Но называется CT480BX500 SSD 1. Ну там М2 я по крайней мере не вижу. На М2 просто вставляется материнская плата, а SSD обыкновенная SATA кабелем. Подключается питание от БП идет. Ну да, такая. Просто SATA кабелем. Блин, что с ним? Деда, живи! Да. Oh, Tor, bro. Bro. Tor's love for you is in that song.
That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. Ох уж эти One ведьмы. less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has torn the overlap. Anger's remorse is the key to get there. I Окей. need to make Cynthia reveal its location. Блин, какая же срань. В этой локации прям вообще жопа какая-то происходит. Очень плохая оптимизация в этом месте. Ну, то есть, реально, до этого я, нормально играл в некоторых местах. Особенно темные обители Алана Уэйка. Но тут просто жесть какая-то. Чисто лютейший анал карнавала. Барри Уиллер отменил тур «Старые боги». Все было кончено. От мысли о возможности смерти еще одного клиента ему становилось тошно. На деньги с продаж альбома «Лучшие хиты» Уиллер основал фонд. Построил дом престарелых. Барри Уиллер построил дом престарелых. Это совершенно другое здание. Старика на этого заслуживали. Уиллер нанял подрядчика для переоборудования старого особняка в Брайт-Фоллс. Барри был собой доволен. Он молодец. И мне не в чем себя винить. Уиллер оставил работу подрядчику и вернулся в Нью-Йорк. Больше тут ничего не сделаешь. Пора перевернуть страницу. Подрядчики поняли, что Уиллер возвращаться не собирается, не присвоили деньги и сбежали. А когда настал сезон дождей, крыша начала протекать. Бля. Ну, как будто в Барри в безопасности и в порядке. Твою мать, сука. No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look Generator. out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Грабим Ахти. 0-0. Финляндия. Прикольно. Это он. Это Ахти. Как у какого-то дома с пивком. Это то место, где мы были. Это же складка вторая. Да, вторая складка, где мы были. У меня 7700К оперативка. Его, реально Do не you know хватает. anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes, but I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Блин, лицевая анимация у Ахти, конечно, крутая прям. Очень приятно смотрится. Ну, Ахти предупреждал, что туда заходить не стоит, кстати, раньше времени. Лекси, здорово! Нет, это не начало. Ну и не конец.
Так. А какого черта? Гузанова. Не-не-не. А ты играл-то сам, Лекси? Вообще, что ты играл? Первую часть там. Или может эту? Первую играл. Понял. Сюжет помнишь? Но в первой этой женщины не было, но она, в принципе, очень хорошо вписана в сюжет Алана Вейка во второй части. Вот она. Очень любопытно сделали, прикольно. Вот он подвал. А что за мадама? Она агент ФБР. Вместе с Алексом Кейси, которого играет Сэм Лейк. Они расследуют убийство 4 людей и исчезновение 5-го, который пропал в озеро Колдрон в Брайт Фоллс. Они приезжают туда. И как раз когда они приехали, они узнают о том, что 5-й человек исчез, умер и там прочее. Расследуют это дело, идут на его вскрытие. И не понимают, что убитый был, оказывается, агентом ФБР тоже. Это был Найтингейл из первой части, который гонялся за Аланом Вейком, которого тащила темная обитель. Блин, дерьмо. Вот так. Key fob's no good without power. Так. Раньше Уиллер был агентом знаменитого писателя с биполярным расстройством Алана Уэйка. Уэйк страдал рядом зависимости, периодически пытался покончить с собой. Уиллер всякого насмотрелся. Уиллер отдал кучу денег хорошему психиатру, убедил себя в том, что ужасы, которые привели Уэйка на дно озера, просто плод воображения. Это сэр, теперь он глотал таблетки, чтобы не дать теням вторгнуться в его сны. Но Андерсоны оказались тоже не подарком. Кошмары вернулись. А может, дело было просто в передозе наркоты? Уиллеру хотелось надеяться, что виноваты все-таки наркотики. Андерсоны были глубокими стариками, вампирами. После каждого концерта и каждой вечеринки на восстановление уходили недели. И полностью они никогда не восстанавливались. Уиллер все время ожидал, что кто-то из них испустит дух прямо на сцене. Жестко. Но Барри Уиллер, друг Алана Вейка из первой... Барри Уиллер в первой части был такой. Толстяк, который все время бегал вместе с Аланом Вейком. Он по итогу, после того, как он выжил, стал, видимо, агентом. Медийным агентом. Вот этих вот стариков. Богов Асгарда. И в конечном итоге, он такой отправил их, точнее даже построил для них престарелый, дом престарелых, и после определил их туда и ушел сам в Нью-Йорк. Роуз, запасные предохранители спрятан, потому что кое-кто, их постоянно воруют, кот в прачечной. Да. Все-таки было. Так.
Эммет Элвуд был сыт по горло. Всю жизнь его окружали одни и те же туповатые, невоспитанные, невежественные людишки. Они непрерывно сплетничали, ковырялись в носу, громко чавкали, не мыли руки после посещения туалета, трогали все подряд. Мир катился в пропасть. День за днем он наблюдал, как все Брайт Фоллс, за что стоило бы держаться, портилось и уничтожалось навсегда. Этих ублюдков ждет неминуемая расплата. Много раз Эммет представлял себе, как расправляется с ними. Он халил и лелеял свою ярость, разжигал ее огонь все ярче. Теперь можно не скрываться, слюнявые уродцы утонули, тянули к нему немытые руки. Они об этом пожалеют. Вот это дерьмо вписал... Блин, я иногда сомневаюсь, что это писал Алан Вейк. Вот то, что вот затерто и вписано. Не понимаю. Мне кажется, тут сюжетный поворот будет в том, что в Темной обители мы все время играем не за Алана Вейка, а за мистера Скретч. И тот чел, который ворвался с пистолетом и выстрелил в ебальник Алану Вейку, это на самом деле Алан Вейк выстрелил в голову мистера Скретча или что-то типа того. Thomas Zane looked just like Wake. Is this why Odin keeps calling him Tom? Ну да. Томас Зейн. По-фински Томас Сейны. И его подруга Барбара Джаггера, Баба Якала. Недавно основали в Брайт Фоллс художественную коммуну. Мистер Зейн приобрел старый особняк в пригороде. Пара уже обосновалась на новом месте. На родине, в Финляндии, ровно как и во всем мире, мистер Зейн известен как выдающийся артхаусный режиссер, восходящая звезда авторского кино. Его талант сравнивают со Стэнли Кубриком и Ингмаром Бергманом, а картина «Белая ночь» завоевала целый ряд европейских кинонаград. В данный момент мистер Зейн работает над фильмом под рабочим названием «Поэт Том». В общении мистер Зейн производит впечатление человека харизматичного и амбициозного. Он рассуждает о планах открыть в наших местах гостиницу и киностудию. Название для гостиницы уже выбрано. Ocean View. Отличное название, как нам представляется. Если мечтам мистера Зейна суждено будет сбыться, городок Брайт Фоллс окажется у всех на слуху. Члены коммуны с нами явно согласны. Они восхищаются Зейном, чуть ли не поклоняются ему. Человеку, который кормит пасту волшебными грибочками для расширения сознания и достижения высшего вдохновения. Редакция Bright Falls Records не одобряет употребление наркотиков. Тем не менее, мы надеемся, что благодаря мистеру Зейну наш город получит должную известность в творческом среде. Нифига. Вот это поддержка. Это типа если бы в какой-нибудь малоизвестный город приехал бы, не знаю, Тарантино, например. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Так, сейчас я приду, мне зарядить надо взять телефон. У меня телефон садится.
Кое-как нашел дырку в розетку. Около мене. Сатана. Так, окей. Я забыл одеть свои стримерские наушники в туре. Все это я сидел в скучных этих крутых наушниках. Есть же вот эти крутые, намного круче, чем хотелось бы. Ну, по крайней мере, визуально. Совсем забыл, ребят. Напоминайте мне почаще, пожалуйста, надевать мои стримерские наушники, а то я забываю. Вот и прачечная. Здесь должен быть код. Сатана. Так, код 273. Просто если это прочитаешь, напомню жильцам не трогают, мои вещи, кажется, они меня ненавидят. 273. Какая-то мразь в воде все время плавает. Я чувствую некие поползновения под тонким слоем воды. Нет, эта игра реально может пугать. Стремает иногда, черт побери. Вот мне казалось, я буду пугаться вот недавней хоррор-игре, которую я играл, которая называется Don't Scream. Но я там боялся не того, чтобы не закричать, не испугаться, а чтобы не засмеяться. Да уж. Да, вообще не страшно. Ну там, по сути, тебе, ну, как бы... Там нет ничего, чтобы могло тебя испугать на самом деле. О, мать твою, падла ссаная. Так. Подожди. Где предохранители? Где... Джампера ебучий. Маврфакер. Это же Маврфакер. Так, вопрос. Ладно, код у меня есть 273. Кстати, надо бы не забыть. 273. Но где эта коробочка с предохранителями? Вот самый важный вопрос. Код-то есть, ключи есть, а замок где?
Это что, прикол такой? Он прям в воде, я смотрю. Ну ладно. Тут мои полномочия как будто бы все. Так. А, вот это Блум. Владимир Блум. Влад. А, тогда это он, в натуре. Я вспомнил. Я же его видел. Да, он водитель этого машины, на котором он возил Ахти, где он выступал с песней. И также там еще и будет Тор с Одином. Да, водитель из Вотери. Блин, а что-то мне не показался русским. Я вообще подумал, мексиканец какой-то типа. А, блин, вот он же, сука, я забыл. Так. 2, 7, 3. Это не 7? А, почти попал. Ну, почти попал, а? Эх. Не, ну его не Тор с Одином заебашили, а это Тинтия, бабушка. Бабушка. Баба Яга, я бы даже сказал. Окей. Окей. А, подожди, я забыл. Я хочу сохраниться же. Press F, он сказал. Тут на улице. Я уж не думал, что одержимые челики смыслят что-то в мемах. Знаете, с их стороны это прозвучало так, как будто бы они, ну, старики, которые хотят, ну, выглядеть моложе. Ну, чисто быть на одной волне с молодежью, знаете. Типа, знаете, как-то неуместно там скажут какую-то хрень. Ну, вот по типу Press F. Так, ребята. Тихо, тихо. Какой труд. Кто меня заебал? Типа, знаете, я как герой боевика какого-нибудь сказал. Ну да, мы должны вернуться в дом. Блин, бабушка. Вяжи мне свитер на том свете. Это тоже неплохо, тоже неплохо. Могу ведь, когда хочу, сказать что-нибудь прикольное. Чё поздно? Никогда не поздно. Да пошла ты. Никогда не поздно.
Я если что, ну, завис, застрял. А, вот все. Видимо, прогрузилось. Прогрузка была. Я был готов. A dam? Was Cynthia into civil engineering? Так, тихо. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Ну тут пиздец Did she сейчас. know about the dark presence? A power station. Everyone needs a hobby, I guess. I feel like I'm missing some context here. А, это комната, где Щелкунчик лежал. Это светлая комната. Да, светлая комната. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's Да. favorite. Не, ну вот эта вот Синтия, которая вот в джампах упрыгивает, это она и есть. Просто у нее лампы нету, Towar's поэтому... romantic, huh? Да. Не, хорошая бабушка была. Ну, как была. Может и есть. Ну, я не знаю. Не, ну если придется, я ее заебашу, конечно. Без вопросов. The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Так. Сегодня пришлось спуститься в подвал, чтобы проверить лампочки. Блум больше доверять нельзя, он слишком неповоротлив. А мне становится все труднее дотягиваться до них. Скоро я совсем сдам. Лампа Тома исчезла. Лампа с ангелом. Он так любил эту лампу. Она пропала из моей комнаты впервые за много лет. Тьма поселилась здесь. Она украла лампу Тома. Точно знаю. Свет постоянно гаснет и никому остановить тьму. Я перестала справляться. Совсем сдала. Из вещей Тома у меня совсем ничего не осталось. Не знаю, что теперь делать. Мне нужна лампа Тома. Нужен Том. Ее уже поглотила темная бабка. А, да? Ну... Повсюду мечутся тени, все-то нет. Лампы пропали. Я не могу выбраться из комнаты. Кто-то запер дверь. Может, я сама, а может, Том. Наверное, он сделал это, чтобы защитить меня. Он такой заботливый. Барбара его не заслуживает. Тому нужна настоящая женщина. И ну вот Барбара. Барбара ее звали. Джаггер. Барбара Джаггер ее утащила вот в тьму. И куда же запропастилась лампа Тома? Раньше лампа была у меня. Наверное, он забрал ее. Ну и ладно. В конце концов, это его лампа. Тени мечутся. Это я написала. Бред какой-то, нет никаких теней. Есть только мы с Томом навеки вместе. Понятно. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Ее муж все. Imagination. A nightmare У нее был муж, разве? Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. А Томас Зейн на Барбару в темноту утащил. Да? А мне казалось, типа, темная сущность из озера забрала жену Томаса Зейна, и он такой, типа, йоу, нырнул туда вниз и тоже там пропал в озере. И по итогу, короче, темная обитель, которая поглотила жену Томаса Зейна, в его обличии, ну, начала творить всякую хуйню. И, соответственно, также, ну, имея какую-то часть сознания жены Томаса Зейна, та захерачила бабку, эту Синтию. Ну, как бы. Ну, как захерачила? Хотела захерачить, но из-за того, что у нее была лампа, она была защищена. The nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Сунтия Уивер улыбнулась, потеряла лампу. Ну и ладно, любовь вновь окрылила ее, как в далекой юности. Синтия любила Томаса Зейна, Том любил Барбару. Барбара
любила влезать в неприятности. В конце концов, Том это понял. Синтия утешила его. А когда он пропал, Синтия ждала долгие годы. А теперь Том вернулся. Они будут вместе, объездят весь мир. Она всегда мечтала побывать в Нью-Йорке. И теперь они оказались именно там, в роскошной гостинице. Она наполнила ванну. Она станет похожа на Барбару. Нет, даже лучше. Она погрузила в темную воду в Тома. Враги Тома что-то замышляли. Синтия разберется с этим мерзким типом, Тором Андерсоном. Вечно он тычет людей молотком. Давно пора. Ради Тома что угодно. Том пытался остановить жену и на время утащил Барбару на дно озера, и я потом не понял, что с ним случилось. Больше ни слова о нем. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. Падла, иди. Как же бабка кошмарит, тварь. Ах ты! Ах ты! Мне страстно. Хочется зайти в эту комнату. Но нельзя, да? Та самая пластинка. Enter Remorse. Motherfucker, 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 motherfucker. Ах ты, будь здоров. Motherfucker, motherfucker. Так. Где дверь закрылась? Что? Что происходит? Так, подожди, сейчас. Держи гранату. А, падла! Не убивай меня, паскуда! Ауч! Не, я справился. Жесть, я крут. Да. Мерзкая бабка. Играет она по-грязному, так сказать. Додосит мой комп, мразь. The song will show me the way. Look in the mirror, cobweb of my soul. My face forever. Контроль. The overlock is at the pond. Fuck. Here we go again. Опа. А? У тебя есть Afterburner? По-моему, был... Секундариба. Папи-папи-тапо. Папау. Вот здесь, видишь, не лагает. Чисто дом престарелых полна говна. Ну, типа... Лагает там. Берегись, отнувшегося леди. Fuck this place. Соглы. А, там петля. Нельзя, да?
Черт. Блин, интересно, а где винтовка? Ну, я скорее еще качаю саундтреки к этой игре. Мне особенно запала в душу та песня, которую пел Ахти в кафешке в Уотере. Кто лучших американских городков? No power. Can't use the switch. Нахер идешь? Господи. I need to get the power on to Вечно use с the ними switch. одни проблемы. Жестко угорнул по колесам. Шлифанул обезболивающего 2 раза аж. О, да, я никогда не избавлюсь от этих бинтов. Мне так дохера этих бинтов, просто с ума сойти. Блин, тут лагает, тут лагает. Ой, 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 как лагает. Переходу, да, самое прикольное. Ты чё оглядываешься? Так, все в порядке? Никого нет? Рип. А, The да? wall just disappeared. The light did that? Ха. Миштика. Блин, я вот батарейки не могу забрать из-за того, что она максимально сратая установлена. Блин, и физической привязки у нее к этому миру нет, она просто прилипла к этому, блин, отстой. Ладно, идем, идем. Ладно. Света у меня много, батареек хватает. Все окей. On the way. Значит, тебе не надо батарейки. В затопленном бункере обнаружено тело местного подростка. Тело местной жительницы Норы Хэсберг, 15 лет, пропавшей в прошлую субботу, обнаружено в подпечатанном подземном бункере Брайт Фоллс. А рядом с домом престарелых Вальгалла. Причина смерти — утопление. Трагедия случилась во время посещения бункера местными подростками в субботу утром. Родители Норы обнаружили, что накануне вечером девочка не вернулась. И обратились в полицию. От знакомых жертв полицейские узнали о необходимости осмотреть бункер. Согласно официальной версии, смерть наступила в результате несчастного случая. Местное сообщество тяжело переживает новости о гибели юной девушки. Да пиздец. Блин. Подобные новости очень плохо всегда воспринимаются. Особенно если ты живешь в маленьком городе. Это пипец. Даже не то, чтобы именно если ты в таких вот, ну, маленьких городах живешь, такие новости плохо цитируют. Ну, точнее, готовятся. Особенно с возрастом это очень жестко. Cynthia. She's here.
Я вообще в последнее время перестал заходить в какие-либо новости, там прочее. Потому что, ну его нахер. Ну, всегда плохие. Это повышает трафик просмотров для новостных этих пабликов. А мне только стресса добавляет. Поэтому нахер надо. И игры лучше знать. Игре лучше знать. Игре лучше знать, что мне нужна батарейка, как мне. Да, игра, мне кажется, думаю, что я вообще херевший какой-то. Типа давно не умирал, вся херня. Что-то ему все время прикольно. Типа, знаешь, все эту игру считают скучной. Ну, большинство, наверное, я не знаю. Просто люди почему-то сомневаются насчет того, что игра Alan Wake, ну, прикольная. Но я реально думаю, что это все создается за счет, ну, просто каких-то более популярных стримеров, блогеров и тому прочих ребят, которые просто привыкли, знаете, какой стиль, ну, к какому стилю игры? Просто пробежать игру и все, ну, типа, ну, по сюжету. То есть они на фулл ее никогда не пройдут. То есть я давненько уже не видел таких... не то чтобы я смотрел стримеров других и летсплей какие-то, да? Но просто прикол в том, что они все, ну... Уже довольно-таки давно проходят. Чисто основные сюжеты на фулл никогда не играют. Хотя, с другой стороны, как будто бы есть тот же Папич, да, например. Он бывает так, то может упороться жестко по той или иной игре. Но, как бы то ни было, угу. Арбалетные болты. Сатана. Перкели. О! Найс. Блин, капец, птичек много просто. Обмазывайся ими сколько хочешь вообще. О, это же болторез! Жесть! Сюда. Все. Можно гулять по Брайт Фоллсу и делать все, что вздумается. Блин, говно! Ай-яй-яй-яй!
Все нормально. Работает ночной дозор. Всем выйти из сумрака. Да, игра по ночному дозору выглядела примерно так же. Что-то я прям в этом уверен. Интересно, вообще остались какие-то фанаты этого ночного дозора? Я помню, было до хера раньше этих фанатов. Но мне кажется, они все уже давно в каком-то идейном плане вымерли, наверное. Просто перестали уже следить за всем этим. Да. Антон Городецкий. И треснул мир напополам, ночной дозор. Пэ-пэ-пэ. Офигеть. Что-то вспомнил даже. Пиши историю, молодец. Я не я, когда голоден, да? Угу. Back again. Gotta go deeper. Нора. Deep, deeper, deeper. Я максимум только 2 батарейки могу носить. Что? Походу реально такие есть. Почему? Почему я не могу взять еще одну батарейку? Бля. Да. Tor! Can you hear me? It's so dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. Saga! It's so damn dark down here. And underwater, she's trapped me at the bottom. Угу. I don't think I'm gonna make it. Shit! Блин, там мразь в воде. I can't stay in the water. Так, генератор. Ёпта, как же. Ни хера не видно так. Ага. Найс. Ясно.
must be a way to get the power back on. I gotta get out of the water. Так. Да погоди, Тор, пожалуйста. Мать твою, как она резко пролетела. Да иду я, иду. Терпи, старый, я иду. О, как она будет. Чуть не прижалась к моей жопе. I'm not leaving you here, Tor. Hold on. О, привет, Мизик. Здорово. Как тебе эта часть Алма? Это офигенная. Очень хорошо. Но люди почему-то ее называют скучной. Как по мне, прикольно. Просто подобного мнения придерживаются много популярных стримеров и ютуберов. В том плане, что... Нет, скорее стримеров именно. Потому что стримеры, они всегда игру проходят. Игру с пешка. Им побыстрее бы пройти игру, показать зрителям сюжет и все в таком духе. Ну, типа так. Ваншот? Да ладно, на. Ничего себе. О, господи. Самонаводящиеся снаряды, которые ваншотают. Я ж правильно понял, да? Как будто бы да, на самом деле. Не знаю, мне кажется, она бессмертная, что-то в этом роде. Короче, придется ее глушить все время. Глушишь выстрелами, потом бежишь, прячешься за укрытие. И норм. А, нет, смотри-ка, я уже думал, тут есть какие-то генераторы. Лол. Вот это я жестко с ней, конечно. Ну, а чё она? Нихера себе, ваншотит меня. А я чё? Я чё? Тоже могу. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this.
You can help. You must find it. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? Да. Danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor! Oh, fucking hell. Are you okay? Hey, you took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. Гонец главы. Ну чё, давайте, наверное, пойдем играть в The Finals. Просто, блин. Alan Wake-то крутой, конечно. Но за один присест вот так вот, типа, его отстримить, ну, было бы так себе. Хочу ставить на потом, на завтра, типа. Окей, игра сохранена, все. Оставим на завтра. Сейчас давайте играть The Finals. Че, блядь? В Death Stranding есть кат-сцена на 1,5 часа? Да ну нахер не верю. Звучит как бред какой-то. Что? Не может быть. No way. No way. Так. Ну чё? Анонс. Надеюсь, хоть какой-то... Надеюсь, она не будет, как мразь, лагать и все такое, как вчера. Что-то нам прям вообще было... А, подожди, что? Типа... Так она закончилась? Как за... Да? Да? Блин, а я думал поиграть в нее. Оказывается, открытая бетка-то закончилась у файналсов. Блин. А я так и не прошел эту игру. Лол. Ну ладно, тогда пойдемте упарываться в Counter-Strike, чё уж.
А что за игра? Ну, короче, игра сетевая про захват точек. Первый, кто наберет 20 тысяч очков, или там 40 тысяч очков, побеждает. Ну, это типа в быстрых режимах, там вот так вот все просто. Но в ранкеде, в турнире, там все намного интереснее. Там сделано как? Ты участвуешь в турнире. Есть 4 игры. И это все на выбывание. Первая игра. Участвует 6 групп, поделенные на 3 разных матча. Или что-то в этом роде. Даже не 6 групп, там до хера народу было. 8 групп по 3 человека. И блин, как тебе объяснить? И каждый раз они вот, короче, борются между собой. И таким образом ты доходишь до финала. Ну, короче, обычный турнир, в котором ты должен дойти до финала. И это, блин, ну это прикольно. И в то же время, прям как настоящий турнир, изматывает безумно. Ты такой доходишь до финала или полуфинала. На полуфинале ты уже такой, ебаный в рот, как, сколько можно еще? И там уже ты приходишь к этому финалу и такой, блин, последний рывок, еще чуть-чуть. И в финале ты уже, ну, против одной команды сражаешься. Когда, как в остальных матчах, там происходит противостояние между 4 командами. Привет, Сан. Здорово, здорово. Я вот думал сейчас поиграть в Кукри. Ну, что такое? Да, знаю. Я сейчас думаю поиграть этот самый, как он называется? Finals, но зараза. Открытая бетка-то закончилась, оказывается. Оказывается-то усё. Оказывается-то усё. Так. Пойдем в контре упарываться. Давненько я в контру не заходил. Жесть. Где Counter-Strike? А? Я же его не удалял, правильно? Блин, обновление. Будешь проходить с Аттах якутский хоррор? Да, конечно. Конечно, буду. Я вообще... Ну, короче, завтра, наверное, как... Надо бы хорроры записывать. Надо бы хорроры играть. Много кому интересно смотреть хорроры. Ты на ютубе давно начал рестримить? Ну, вообще, как будто бы давненько, да? Еще когда был в Таиланде. Еще с тех пор. Уже привык, да? Уже реально привык. Не обращал внимания раньше. Ну, видимо, попадал в те моменты, когда никто не писал. Так. Counter-Strike 2. Блин, почему я так лагаю иногда? Кодировщик прям с ума сходит порой. Уже привык на тебя смотреть. Да? Блин. Не думал, что к моему лицу можно привыкнуть. Я вот думал побриться нахрен.
Вообще начисто, жестко. Что думаете, ребят? Были такие мысли. Просто иногда я такой, ну, прозвучит мерзко, но это правда. Типа ты такой иногда сидишь, кушаешь, а вдруг ты такой обнаружишь, что кусок твоего, ну, волосок от бороды лежит на твоей еде, и такой, бля. Некоторые наоборот типа такие хотят, такие же, ну, такую же бороду, например, себе отрастить. Но я их реально, типа, ну, не то чтобы не понимаю, но просто, ну, в этом ничего такого нету. Подумаешь, борода. Так, а где Counter-Strike? Почему у меня его нету? На рабочем столе. Как будто бы его куда-то убрали. Мне тут бывает иногда дети хулиганят, сидят. Елки-палки. Да, надо новый ярлык, видимо, создать. А что со звуком игры, интересно? Его тупо нет вообще. А, это у меня звук пропал. Какого черта? Господи. А какого черта он вырубился вообще? Мне кажется, аудиокарта вырубилась. Какого-то черта. Или давайте вот это. Ну чё, погнали, премьер. Так, что-то я прикола не понял. Почему игра не показывается? Блин, не успел забанить карту. Ну, блин, оверпассом надо забанить.
Да почему игра не захватывается? Что за... Давай, 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 ну. Давай. Да захватись же. Вообще не понимаю. Раньше спокойно захватывалось. А сейчас какая-то хуйня. Сейчас настройки игры зайдем. Время еще есть. Сейчас разминка будет. Кстати, выбрала карту из Инферно. Quantum Break, кстати, не проходил. Не проходил. Да и на тот момент у меня комп не такой мощный был, когда он выходил. Hello, team. Hello. Good luck, have fun. Вроде интересно выглядит. Ну, он такая, да. А ну как попробовать. Короче, врываемся вместе с остальными. Привет, Катана. Да, закрыли, прикинь. Сам хотел в него поиграть. Вот даже обложечку сделал. Аннал. Но... не. Ну, в общем, какое-то мнение об игре все равно мне сложилось по поводу файналсов вообще. Проект интересный. Любопытный. Но... есть основные но, так сказать. Безумно большой ТТК, имеется в виду Time to Kill. Сражения 1 на 1, например, с каким-нибудь чувачком могут продлиться очень долго, в том плане, что ты просто не отводя от него прицел, если будешь стрелять и, ну, херачить. Это может закончиться тем, что ты будешь с ним воевать, но очень долго. Прям, ну, как-то безумно долго, я бы сказал. Ну, ясно. Да, есть такое. Второе, это наличие в игре AIM Assist. То есть даже для ПК пользователей. Мне казалось стрельба очень странной, и не зря, и в один момент я понял, что в этой игре работает Aim Assist. Игра просто платформенная, с консольчиками. Nice. И складывается впечатление, что, скорее всего, именно поэтому они решили сделать ТТК таким огромным, потому что существует в игре AIM Assist. Но к этому как будто бы стоит привыкнуть или что-то в этом роде, и вообще. Но я к этому очень странно отнес. Ну, точнее, не то, что странно отнес, я к этому резко отнес. И правильно считаю. Топ-шутеру был AIM Assist, ну, я хз. Она, ну, не знаю, в плане стрельбы вообще, ну, супер, как бы это сказать, казуальная. Плюс еще хочу подметить такие, что в игре полно интересных вещей из разряда эффектов, типа огня,
типа огня, геля и тому прочего говна. И ты можешь поджечь гель, огнем, скорее всего, можно потушить смоком. А если инфа платной будет или нет? Ну, такая игра должна быть бесплатной. По-любому. И если даже она выйдет платной, то мое мнение такое, то что ее не стоит покупать. Она со временем станет бесплатной. То есть такое случалось с любыми другими играми. Да, разрушаемость офигенная. Мне тоже понравилось. Но подобная игра, как мне кажется, должна быть бесплатной. То есть я уверен в том, что даже если игра выйдет платной, она какое-то время будет находиться в статусе платной игры, но потом резко поменяется в free-to-play. То есть вангую ей статус бесплатной игры уже через буквально не знаю, год ее существования, наверное. Год. Полтора. Только баги по типу пена кривая и когда заливаешь ассасина. Я больше по сюжету. Не, ну я тоже, но как бы то ни было, все равно бывает упарываюсь по сетевым играм. Вот она во всем своем стиле выглядит, максимально себя подает как киберспортивная игра. Но по факту стрельба в ней мега казуальная. То есть такое двоякое ощущение сводится, впечатление, рисуется от этой игры. Привет, Наталка. Ну так, давненько. Я еще было дело удалял фолловеров. Было слышать 1300. Но выглядело это так себе. Ну, в том плане, что фолловеров-то 1300. Но смотрят там 2-3 человека. Я такой подумал, а нахер она мне надо? И всех поудалял. И стало по кайфу. Заходили только те, кому реально интересно. И цифра мне казалась реально справедливой. При фолловерах там, скажем, 200. Да, поддонок. Реально фига, только сейчас заметил. Серьезно? Я давно... Где-то 2-й или 3-й месяц, когда я находился в Таиланде, я это сделал. Поудалял нахрен. Ну реально, мне это число прям реально начало выбешивать. Выше 1000 фолловеров, а никто не смотрит. Рекламка нужна. Зритель будет побольше, нормально. Ну, возможно. Но сейчас уже, не знаю. Блин, у меня же телеграм-канал есть. Может, оттуда какие-то люди придут. Мне показывают, что ты стримишь 10 часов. А, ты об этом времени? Да, я 10 часов стримлю. Я до этого играл в Alan Wake 2. Почти прошли. Решил оставить... напоследок, на завтра, остальную часть игры. Alan Wake 2 реально хорош. Кстати, некоторые ребята хотят, чтобы я делал обзоры для игр. На игры. По типу Alan Wake, там прочего. Надо делать. Черт. Я раньше делал обзоры, кстати. У меня есть на канале на ютубе прикольные видосики. По Мегамену Legends и так далее. И
когда теперь поиграем в The Finals? Ну, скоро, я думаю, скоро. Возможно, до Нового года выйдут. Не знаю даже. Юз молотов. Хорош. На Getting Over. Ну, можно делать обзоры на Ютубе, а на Твиче играть в что-то интересное. Ну, а как иначе? Как я на Твиче сделаю обзоры? Такое. Мне понравилось, весело было даже с рандомами. Ну да, но игра слишком командозависимая. Я в основное время дико охеревал и матерился, как конченая мразь. Потому что многое зависело от моих тиммейтов. Ну, с этим ТТК безумным, но там... Ага, нет, на Твиче это полный бред делать. Ты что? У меня YouTube канал есть, зайди туда. Я там монтажики вылаживаю, обзорчики. Еще у меня был, по идее, типа вложный канал, где я вылаживал видосики на тему того, как мы гуляли по Таиланду. Блин, нихера. Очень хорошие видосы были. Но лень, она такая штука прям. Так. Ну, короче, была ситуация такая. Типа то, что я оказался... Напишешь, если что, мне в ТГ. Вот, банана. Ну... Ну, какого рода рекламку ты предлагаешь? Дождь, стримчанский не грузит. Я зверь! 666. Число звера. Звер. Блин, я заяц. Блин, просто какой-то умер так нелепо с гранатой в руке. Шорт. Когда погода плохая, все понятно. Ну, кстати, неплохо идем. 1.7. Жесть. Прям жестко. Привет, Сайо. Здорово. Привет. Сейчас хочу прям нормально так захерать чувачка. 445 у меня сейчас ранг. У меня была большая пауза. Короче, буду ждать. Ну, ты мне просто так не расписал, как ты хочешь это рекламировать. Просто я в этом деле уже кое-что понимаю. Брала рекламу. Ну давай, Гэндон, попробуй что-нибудь сделать.
На винстрике идешь? Последние игры я не помню, какими были, но как будто бы последнюю я побеждал, да. Но это было давно, типа чуть ли не 3 недели назад, что ли. А так, да, и если на винстрике играешь, что там штрафы лютые, просто капец. Очень мерзко. Я с 1700 поднимал ранг, вот до 4500. Из 4500 меня выкинуло аж на минус 800 рейтинга. Я так охерел с этого говна. Меня так опрокинуло в 3700 или куда-то там. Я вообще чуть не ёбнулся от такого прикола. Хорош. Да, библиотека. Тварина. Блин, не успею, да? Слава богу. 91-71. А я в этого парня не попал. А как сейчас можно посмотреть, сколько я получу рейтинга, если проиграю или выиграю? Ну, то есть вот с этого положения. Никак? Их двое. Ну, один точно там. И второй тоже, да? Так, последний раунд. Давай попробуем угорнуть с АВПшкой.
Неплохо, неплохо, неплохо. 136, нормально. Неплохо. 136 плюс и минус 100 в случае проигрыша. Let's move out. Бля, в последний момент, бро. Едрить. B, maybe B. It's A, it's A. Блин, говно. Deploying flashbang. Flashbang. Bomb has been planted. Хорош. Да. Nice try, nice try. Echo, baby. Чё нравится больше? Counter-Strike смотреть или какие-либо другие игры? These fellas are gonna regret waking up this morning. Я как будто кого-то слышал на банане. Как будто скопится. Да. Би. Банана. One more mid. He have bomb. He go away maybe. Ah, bomb here. Okay. Bomb here. Play on time. 20 seconds. He's here. Okay, thank you. You so kind. Affirmative. Right now, let's go. Decoy. Throwing fire.
Бля, сори. Блин, он прыгнул. Пит. Мид, второй мид. Да-да-да, я тут. Он в апартах здесь, на втором ряду. Прям на метке. Опачки, понял. ГГ. ГГ. Было прикольно. Было прикольно. Чё, let's go еще. Так, что там по миру? О, смотри-ка, все изменилось. Тут были какие-то челики, но их, видимо, забанили, то ли что. Джоджо Ласки ставил какие-то. Destiny все еще на месте. Монки Ди Луфи. Кстати, в Таиланде люди жестко упарываются по One Piece. Просто нереально. О, смотри-ка. На 20 русские находятся. По-моему, даже у Симпла нет 20. Бытует мнение, что вот эти вот ребята, те, кто уже на 20-ках и выше, это уже софтеры, скорее. Да, и даже вот эти вот 19 тоже такие себе. Стрёмные. Лерка полторашка. Геймер какой-то. А где Шраут? Шраут тоже же был где-то в 19, по-моему, или в 16к. Че, как дела, ребята, как вечер проходит? Как оно, как оно? Так. Весело, разбил вчера телефон, сейчас на старом все обновляем, пипец. Какого черта? Как ты его разбил? Ё-моё. Не, я сам как бы бывало дело разбивал. Однажды на эмоциях, помню, разбил. Единственный раз, когда я что-либо ломал, какую-либо вещь на эмоциях, это вот был телефон. После разговора по телефону я такой, блядь, нахуй. Разъебал телефон жестко. Было один раз такое. Да, он уже все дожил свое. Кое-как работает. А вот телефон, который у меня до этого был красный такой, типа
Как он назывался, я уж не помню. Ну, короче, вот я его максимально тупо разбил. Случайно. Я его, короче, в кровать кинул. Телефончик. А оно, блядь, отпружинило, блин. Ну, как вот граната кидаешь вот в этом странном CSGO. Точнее, в CS2. Оно также отлетело. Я просто кидаю. Вот, казалось бы, угол такой, что, блядь, он не может полететь обратно в мою сторону. Я просто спокойно кинул телефон в кровать, чтобы он там лежал. И, ну, типа, я потом лягу и буду смотреть телефон. Но нет, сука, он прям в кровать прыгает и такой... Оба-на! И назад ко мне. Я такой смотрю, блядь, а пол кафельный. И, конечно же, он сука, краем экрана, прям четко краем экрана. Бам! Нахер. И все, нет его. Я такой, блядь, какова вероятность? Такой подумал, нахуй. Ровно, сука, обратно полетел. Я иногда смотрю, тут такие раскидки бывают, типа в этом PS2, так что-то кидаешь, вот казалось бы, под углом 45 градусов. Ну и, блин, и граната должна отскочить, ну, в противоположную 45, вот так вот, да? Но нет, оно вот так вот полетело и обратно вот ту же хуйню полетело и обратно. Вот тут так же, то есть в жизни у меня так было. Кидаю в кровать, и оно, сука, обратно летит. Я тупо охерел с этого прикола. Hello, hello. Good luck, have fun. Affirmative. That's a negative. Not negative, positive. No. Roger that. Yes, yes. Yes, my boss. Drink your vodka, my friend. No, I don't drink vodka. Vodka is bad for healthy, you know. B. Grenade out. Smoke. Блин, как так? Flashbang. I go mid. Никто никого не попал, что ли? Блять, просто... Он меня не попал ни разу. Я 100 хп имею. City. Дурачок. Ты сам. Хотел меня на нож взять, дурак, блин. Глупый, глупый. I go A. Negative. Go with me, I give you boost. No. Are we rushing in, or are we going sneaky beaky like? Deploying flashbang. Throwing smoke. Come here, blue. Thanks. Roger that. Deploying decoy. Throwing fire. Nice. Да.
Doing same shit, Blue. Roger that, boss. Он теперь меня боссом называет, а? 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 Negative. That's a negative. Go, go, go! That's a no. Incendiary. Cover this area. Grenade out. Throwing smoke. Smoke. Stay here, Blue. We go check mid. Yes. That's enough. One mid. Стой. Бля. Ладно, они на Б идут. Понятное дело. What the fuck, Blue? There's no stopping us. Now we're getting stuck right into them. Блин. I go B. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Laying down smoke. Throwing flashbang. Вот он охуел от такого выстрела, да? Mid 1. 2 mid. It's A. Go A. Blue. Clear city. Четко в лицо просто. Ну как в лицо, в затылок. Или висок. Я не разглядел. Ну голова, короче. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Real life. Реалити шоу получается. Grenade out. Grenade. Grenade out. А кто меня убил? Который? Желтый был. Желтый. I go A. Orange. Throwing smoke. Smoke.
Mid. Laying down smoke. Laying down smoke. B. Твою! Что за бред говна вонючего не делают? Вот так. Просто по одному вышли и сдохли, как идиоты. Пойду-ка я там уже встану, попробую забрать их. Throwing flashbang. Throwing fire. Mid. Throwing smoke. Incendiary out. Bomb is here. Bomb here, bomb here. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Блин. Last A. Let's say. Play on time. Yellow, don't pick. Come back. Play safe. Counter-terrorists win. We're getting stuck right into them. Врут еще. АФК говорят. Go. О май гад. Блять, да как ты, ну я не попал. Ну, ладно. О боже. Come on, yellow, go, help. Nice. Вот их надо иногда торопить. Они прям любят продавать друг друга, просто жесть. I think they gonna go A at this time. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Incendiary out. Laying down smoke. Do you hear any footstep? Yellow. How you doing, but it's okay. One mid. B, 2B.
One mid, one mid. Grenade out. Throwing fire. Decoys out. Grenade out. Пересрочился. It's. Oh my god. Only one on plant. One beach coming from mid. Be careful. Mid. Defuse. Да, 10 час уже. I don't have shit. Okay. Echo. I think. Echo. Doing echo, guys. Echo. Roger that. Move it. Throwing smoke. Блин, ну я ему так четко зарядил в голову, как будто. Ну он прям каленый должен быть, без головы. Блин, как так-то? Привет, Лафайет. Вот эта мразь с дробовиком не имеет хп вообще. Да, это он. What the fuck? Как в Джанго. А там так увольняешься? Не видел, не помню. Я помню лишь как доктор-стоматолог, а.к.а. охотник за головами, выстрелил в сердце Леонардо Ди Каприо. Не помню. Incendiary out. Deploying flashbang. Throwing fire. Ah, sorry. Be careful, it's me. Grenade out. Over. Fire in the hole. Wait them to run. Oh my god. Someone have drop? No? Green, give me some shit. SSG. It's let's round. Let's go. Throwing fire. One mid. Throwing smoke. Да, нож надо красивый, конечно.
Блин, да какого хрена? Чел, ты меня слышал или что? Как вообще? Чё такой осведомленный? Эй, гой. Скример чист. Да ну на... Ух. Вот это вот. Why? Why did you molly yourself? Run, Oh my fucking god, come on! Why you don't have fucking defuse kit? Oh my god. Окей. Неплохо, 121 на 188, неплохо, неплохо, неплохо. Это рабочая тема. Push mid, guys, push mid. And go to... buy decoy grenades, decoy B and go mid. Go B. Oh my god, behind. City. Plant. Hurry. I'm planted. Putting down the smoke. Bomb has been planted. Бля, он сейчас горит просто. Хорош. Плохо. What the fuck? У него даже диффузки не было. Он все так уверенно. Decoy B and go A. What do you think? Buy decoys and decoy shit. Какой бы выбрал? Не знаю. Я же не знаю вообще скинов. То есть я был бы рад любому классному ножу. По факту. Я в жизни вообще не видел ножей. Just go B, guys. Be clear. Be clear. Нож прикон. Подкидывает на что-то. А вот этот, ну да, неплохой. Я тебе говорю, вообще любой нож был прикольный для меня. Ну то есть я вообще ни одного ножа ниже, чем базового, не держал в руке. Вообще ни разу. To B. Go A. 2 on B. Подорожали они? Ну, особенно с выходом. Нахуй ты, блядь,
поджигал, если ты гасишь его. Что вообще происходит? Что происходит? Oh. Вот нож. Как-то не комично погибли, конечно. Как-то скучно играю. Даже на лицо не садятся. Да господи. Это спортивное поведение называется. Мне такое нравится. А не вот это вот БДСМ. Дерьмо. Блин, ублюдок не сгорел, что ли? Сука. Ебать, ну на лоу хп ушел. Last guy low. Very low. Bro, we're looking at shit. Hey. Hey. You. You. GG. Nice. Насрать вообще. Они как вообще играют? Блин. Да блин! Пула босса! О боже, что? Чё, расслабились что ли, или как вообще? Yellow, drop me something, please. Thank you. Go away. Be careful, AVP. Гоби, гоби. Ля, крутит, смотри. Что делает? Не дай, Стой, стой. What the fuck? Они что, подрубили или что?
Play echo. No, 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 no. Echo, echo. Echo, 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 echo. We don't have money. Just push middle. Push middle. Go fucking B and mid. Two mid. True. Oh. Вообще-то у них защита на Б всегда была дерьмо. Может, надо бы пойти до Б, Би. Да блять! План. Take positions. Watch your right. City. Okay. GG. Оу, дропыч. Давай, что ты дашь? Давай, дроп. Божественный дроп. Ну и? Говно, да? Ну да. Выбор, ты где? Выбор. Блин, вот мне с такого вот викли дропа выпадал калаш. Вот этот вот сетка. Вообще жесть. Безопасная сетка, прикинь. Это был шок-контент. Так, сейчас подойду.
О. Так. Давайте еще. А, музыку забыл включить. О! Let's roll. Let's roll. Блять. Мне показалось, или это был нюк? Ой, ебать. Ладно. Hello, team. Hello. Good luck, have fun. Понятно, нахуй. Пидорас, блядь. А, ебало завалить, чмошка. Не. Будешь знать, как ебало открывать, на. Кстати, осуждаю его высказывание. Play echo, echo, echo. Let's call my brother. Go ramp B.
Nice try. Это же я его зарезал, да? Purple, да? Это же он, да? Да, ладно. Пойду-ка я на крышу встану. Оттуда поснимаю. Да, все так решили, да? Понимаю. Да блять, ну кто там на крыше? Нахуй вы там существуете, типа? Вау, что за говно? Че он сейчас дал вообще? Однако. Go, go. No. Ah, never mind. Тяжко. Кажись. Кажись. Скоро проиграем. Сколько я раз? 2 раза побеждал, да? Да. Это было слишком хорошо. Сайт подчеркивание активировал награду за 10. О, я рад, что ты здесь. Я типа в него не попал, да? Серьезно? Хорош. Да, я в него не попал, прикинь. Мирно. Найс.
Last outside. Terrorists win. You are stupid to think you will win. Activating the bomb. We will make them regret this day. The guy's out. I throw the flashback. Flashback. Grenade. Smoke. Grenade out. One on me. Голубого уже сзади убили, не? Purple maybe behind. Голубой же там умер сзади. Блин, какая же моча. Фак. I'm throwing a grenade. I'm throwing fire. I'm throwing a flashbang. Ну это. Привет. Ёпта, что это было? Ползу. Пиздец, понизь сенсу, блядь, дядя, ты дергаешься как, блядь, хуй знает кто. Сколько сенса? 5, блядь, 6? Опять свой рот открываешь? Ну смотри.
Блин, я перегнул, сука. Как тебе Alan Wake? Да крутой. Хороший. А мне сняло, да? Сильно сняло. Блин, а мне сколько снимет за это дерьмо? Да, я что-то перегнул, конечно. Да, за что? Да, за то, что я его в начале раунда еще зарезал. Он там плохие слова говорил на букву П. Я его за это зарезал. Фак. Фак, фак, фак. Ну блин, а че, а как, ну, фак. Наверное, не получится, да, как-то, вряд ли, да, как-то спорить это решение. Фак. Да. Ну ладно, чё. Закончили с Counter-Strike, видать. Капец. Это вот так звучит тот чел, из-за которого меня забанили. Это вот мелодия про него. Грустно, грустно. Это на пианино звучит слово слово на букву П. Таким образом, если что. Если что, это оно. Так. Как много инцеста в Звездных войнах. Это вот самое то. После Counter-Strike. Больше, чем вы думаете, да? На удачу, говорю. Guess you don't know everything about women yet. You love him, don't you? He's my brother. Чё, блядь? Сука. Да. Вот это пиздец, конечно.
Why did the Emperor come for me? You're his granddaughter. You are a Palpatine. My mother was the daughter of Vader. Your father was the son of the Emperor. We're a dyad in the Force, Rey. Two that are one. Да, она внучка Палпатина. Вот она внучка Палпатина, а этот чел, получается, этот, как его, сын Хан Соло и Леи Скайуокер. А вот она с этим чуваком, этот, ну, кузены, так сказать, двоюродные, типа родственники. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force. Сперма пенетрирует яйца. Had he been born in the Republic, we would have identified him earlier. Нет, Палпатин Who was his father? трахнул ее. There was no father. Палпатин отец Дарта Вейдера. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Ну, видимо, изнасиловал однажды Палпатин ее. И снова возвращаемся к этим ребятам. Нет, точно. Пруфы? Так вот же были. Вот тут вот этот пиздеж. Fuck. Plagueis. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis? Ну-ка, ну-ка. Кто-нибудь слышали о трагедии Дарта Плегаса Белые? Дарт Плегас был темным лордом ситхов, настолько могущественным и мудрым, что он мог использовать силу, чтобы повлиять на мидихлорианцев и создать жизнь. Бля, ты понял, да? Он даже не насиловал ее, ничего, он просто с помощью силы взял и сделал ее беременной нахуй. Если бы он родился в республике, мы бы опознали его по имени. Кто был его отцом? У меня не было никакого отца. Я несла его на руках. Я родила. Я вырастила его. Я не могу объяснить, что произошло. Блин, жесть, да? What the fuck? All right, everybody, welcome on back. О. Некоторые на самом деле жуткие вещи не всегда могут похвастаться обилием деталей на целый отдельный ролик. Поэтому сегодня особенный день, ведь это первый выпуск новой рубрики о жутких и по-настоящему тревожных вещах со всего интернета. Ведь вы на моем канале, где время от времени я рассказываю о реальных преступлениях и странных феноменах. Если вам понравится, то обязательно поддержите новый формат лайком и давайте погружаться в сегодняшние истории.
Утахон но Татари, или по-русски «Проклятие Утаха». Это относительно малоизвестная японская серия инди-хорроров, созданная с помощью редактора Wolf RPG Editor. В первой части вы играете за Утана Ямана, девочку, чья счастливая жизнь разбивается вдребезги, когда однажды она возвращается домой и обнаруживает, что ее родители мертвы, сестра одержима некой красной маской, а бабушка превратилась в монстра. После такого приятного начала игры вам предстоит провести остаток времени, исследуя очень большие, кишащие демонами дома, гостиницы и святилища, следуя по следам записок, оставленных сестрой Утана, обнаруживая подсказки и сталкиваясь со стрёмными существами. И все это под преследованием весьма неприятного на вид мясного манекена. Во второй части вам предстоит сыграть за Шизуна, репортера, расследующего таинственное исчезновение Утана из первой части. Игры, безусловно, обладают жуткой атмосферой, в них присутствуют громкие скримеры и весьма стрёмные визуальные эффекты. В этих искаженных реалистичных изображениях, контрастирующих с двухмерными спрайтами, есть что-то такое, что придает играм по-настоящему жуткое настроение. В Японии у Утахон но Татари есть большая фанбаза, но поскольку эти игры никогда не переводились даже на английский, не говоря о других языках, они не получили такого внимания за рубежом, как другие подобные проекты. И так было до тех пор, пока несколько лет назад некоторые люди на Reddit не написали о таинственном и реально тревожном глюке. По сообщениям небольшого числа игроков, когда они добирались до этого святилища во второй части и некоторое время ходили вокруг него, игра произвольно выходила из строя. Появлялась беспорядочная череда сообщений об ошибках, которые блокировали выход из игры. Экран 4 раза мигал, а затем на нем из ниоткуда появлялось изображение мертвой женщины, сопровождаемое не менее ужасным звуком. Тем, кто натыкался на этот глюк, конечно же, становилось не по себе. Но большинство предполагало, что они просто наткнулись на врага, не заметив его, и терпеливо ждали появления экрана «Игра окончена». Но он так и не появлялся. Их игра просто зависала. Единственным способом выйти из этого состояния было закрыть ее и запустить заново. Таким образом, по мнению тех, кто столкнулся с этим, это почти наверняка был баг. Более того, большинство людей, пытавшихся намеренно вызвать это, также потерпели неудачу. Это позволяет предположить, что это просто случайный глюк, который никак не проявляется в большинстве случаев. По словам других исследователей этой загадки, подобная картинка больше нигде в игре не встречается. Когда вы играете в хоррор, вы ожидаете, что время от времени в нем будут появляться жуткие образы, но эта фотография поразила людей по двум причинам. Во-первых, потому что это необъяснимый глюк. Жуткая картинка была спрятана внутри ошибки и явно не предназначалась для обнаружения. А во-вторых, потому что само изображение показалось некоторым слишком реальным, как будто это была фотография настоящей мертвой женщины. Так что же стало причиной этого бага? Почему эта фотография появилась после череды ошибок? И насколько реальной была сама фотография? Попробуем ответить на эти вопросы. Друзья, у меня поиск информации по любой теме занимает очень много времени, а 90% сайтов с полезной инфой на английском. Они как бы в очередной раз напоминают о том, как важно изучать английский. Итак, если вы столкнулись с этим багом, то сообщение об ошибке, появляющееся на экране, будет отличаться в зависимости от вашего местоположения. Если вы находитесь за пределами Японии, то вас встретит подобный экран с ошибкой. Это может заставить вас подумать, что это действительно какой-то сбой. Но если переключить ваше местоположение в винде на Японию, то игра все равно выдаст ошибку. Но вместо бессмысленной строки символов текст будет отображаться как положено. Для большинства из нас это тоже выглядит как обычное окно с ошибкой, но если вы умеете читать по-японски, то это явно не так. На самом деле это действительно строки типично звучащих сообщений об ошибках, но с некоторыми ужасающими фразами. Например, одна из частей гласит: местоположение, дата, Утахон но Татари 2, отсечение руки, данные повреждены, возможные причины... Прошу, хватит. Таким образом, все выглядит так, будто этот баг был вовсе не багом, а просчитанным хоррор-элементом. Действительно, этот текст представлен как встреча. Слово «ябай» может означать много чего в зависимости от контекста, но положение и явление был сделан в 2019 году. Надеюсь, с ним все хорошо. Но подождите, здесь говорится, что это его старый аккаунт. Следующую историю я заприметил еще давным-давно в комментариях под прошлым видео, но из-за того, что она весьма короткая, включить мне ее было некуда. Япония много чем славится, но одна вещь, которая, несомненно, является японской, это обилие торговых автоматов.
Их можно встретить повсюду, в любом переулке от шумного города до поселка. К сожалению, когда что-то идет хорошо, всегда найдется кто-то, кто захочет это испортить. Такова история серийного убийцы, который действовал с помощью торговых автоматов. В апреле 1985 года в городе Фукуяма 45-летний мужчина остановился у торгового автомата, чтобы купить напиток. И в окошке выдачи он нашел нераспечатанную бутылку популярного газированного напитка Орананим С. Подумав, что это халява, он взял ее домой и с удовольствием выпил. И это решение оказалось роковым. У мужчины начались сильные желудочные спазмы, и он был срочно доставлен в больницу. Врачи обнаружили, что он принял в пищу паракват. Очень токсичное вещество. Потребление даже небольшого количества параквата может привести к мучительной смерти, и, к сожалению, именно это с ним и произошло. Всего через 5 месяцев, в сентябре, та же участь постигла еще одного человека. Он купил в торговом автомате бутылку Орананим С и также обнаружил в окошке выдачи вторую. В итоге, выпив обе бутылки, через 3 дня он умер. И снова, как и в предыдущем случае, в его организме был обнаружен паракват. Это заставило власти предположить, что смерть была преднамеренной, а не случайной. Некоторые и вовсе считали, что жертвы намеренно употребили паракват, чтобы оборвать свою жизнь. В Японии такое не было редкостью, поэтому торговые автоматы все еще считались безопасными. Но все изменилось, когда умерла вторая жертва. Стало ясно, что это не единичный случай. Убийца опробовал свой метод и теперь знал, что он работает. Ставки должны были повыситься. Возможно, вам интересно, почему обе жертвы пили из, казалось бы, забытых бутылок, которые просто бесплатно лежали на выдаче, ведь это как минимум странно, да, работает, и ответ кроется в рекламной кампании Орананим С. Если вы покупали бутылку в торговом автомате, то была вероятность, что вторая бутылка будет выдана бесплатно. Эта акция привела к формированию культуры Pay It Forward. Когда человек не хотел лишнюю бутылку газировки, он просто оставлял ее для следующего человека. И, к сожалению, убийца решил этим воспользоваться. Всего через день после смерти второй жертвы еще один человек употребил смертельный напиток. Смертей становилось все больше, и жители Японии стали опасаться некогда надежных торговых автоматов. 22-летний мужчина из города Мацусака купил еще один популярный напиток – бутылочку настоящего золота, и обнаружил в автомате вторую бутылку. Понятное дело, он не подозревал, что вторая бутылка была отравлена, но на этот раз дикватом, другим токсичным веществом. Он погиб через 2 дня. После этого было еще 8 случаев смертей от отравления газировкой из вендингов, и вскоре схожесть всех этих случаев привлекла внимание СМИ, и люди стали избегать автоматов со снеками и напитками. Правительство начало размещать на всех торговых автоматах по всей стране предупреждающие надписи, призывающие не пить из оставленных напитков. Производитель Орананим С заменил крышки, которые завинчивались, на защелкивающиеся, и население стало гораздо более настороженно относиться к опасности брошенных напитков. Последней жертвой стала 17-летняя девушка. И после этого, в результате повышения бдительности населения или по другой причине, отравления резко прекратились. В ходе расследования детективам сначала пришлось убедиться, что все отравления были делом рук одного человека. Как уже говорилось, все жертвы были убиты напитками с паракватом. Я хочу хоррор, да. Все, кроме одной, третьей жертвы, которая была отравлена дикватом. Это было единственное несоответствие в способе действий преступника. В остальном его деятельность была удивительно последовательной. Слишком последовательной, чтобы не быть делом рук одного человека. Например, преступник оставлял бутылки с ядом только в тихих местах, где нет камер видеонаблюдения. Он оставлял их в автоматах, расставленных по всей стране, и явно не был связан с людьми, чьи жизни он забирал. Ни один свидетель не видел, как он оставлял свои смертоносные смеси. Он ни разу не пытался связаться с полицией, чтобы похвастаться своими действиями, и не оставлял после себя никаких записок, которые могли бы обескуражить семьи жертв или выдвинуть какие-то требования. Он не оставлял после себя никаких следов ДНК для анализа криминалистами и закончил свое буйство раньше, чем увлекся, и больше не нападал. Проще говоря, он был крайне осторожен и сделал работу следственной группы практически невозможной. Личность преступника до сих пор остается загадкой. Столь же неясным остается и мотив, побудивший его убить столько случайных, ни в чем не повинных людей. Многие предполагают, что за убийствами в торговых автоматах стоял вовсе не мужчина, а женщина, которая специально выбирала мужчин. То, что 11 из 12 жертв были мужчинами, конечно, не может быть случайным совпадением. Орананим С был специально разработан для потребителей мужчин, и большинство торговых автоматов, на которые покушался убийца, находились в так называемых зарплатных районах.
рядом с офисами, где работают в основном мужчины. То, что отравления резко прекратились после смерти женщины, также может иметь значение. Возможно, преступник почувствовал, что совершил ошибку и решил остановиться, прежде чем случайно лишить жизни другую женщину. Так-то норм. Но это лишь одна из гипотез. Другие предполагают, что этот преступник мог быть студентом, находящимся на каникулах в университете. Это могло бы объяснить, как он успел объехать всю страну и почему все прекратилось именно тогда, когда студенты вернулись к учебе. В конечном счете мы не знаем, кто за всем этим стоит. А учитывая, что срок давности по этому делу истек еще в 2000 году, мы почти наверняка никогда не узнаем. Но по всей вероятности преступник все еще находится на свободе и бродит по японским улицам, уставленным торговыми автоматами, и невольно Да, задумываешься, хочу, что он чувствует каждый раз, проходя мимо такого автомата. Вину или Да. удовлетворение. Пишите, как вам подобный формат роликов, и не забывайте ставить лайк, Так, если понравилось. хорошая Спасибо подписчикам тема. Бусти за поддержку канала и спасибо за просмотр. Окей. Войс вызывает. Надо будет его просмотреть потом. Ты, по-моему, мне писал, говорил. Ладно. Пойду я спать. Завтра на работу. Заходите в телегу. Там сейчас полным-полно народу. Да. Да. 230 человек, свыше 230 человек. Да уж, да уж, да уж. Окей. Увидимся завтра. Вечерочком. Отныне надо бы играть хоррор-игры. Стоит забыть про шутеры. Я считаю. Всем пока и спокойной ночи.